Стоят люди, они снимают на телефон свой, такого никогда не было. А к нам приехал! Навсегда русский Тимати Шаламэ. Баленс, Миу-Миу, Асап Роки. Звучит как вообще не моя жизнь. Военкомат. Блин, круто, если меня реально разыскивают. Вот фамилия типа Эдельштейн. Что это значит? Получал по лицу, по животу, по ребрам. Вы перевернули игру. Но это страшные мысли, блин. Представлял Оскар точно так же? Нет. А это меняет? Да. В диалоге с Джаредом Лето уже. Чувак, ты можешь мечтать. Постельная сцена была с Ивлеевой. Было офигенски. Ну, конечно. Если бы я тогда сказал, все, будь моей женой, мой герой существует, потому что существует Даня Милохин. А что не так с дубляжом? Мы убили кино. Быть в лифте с Канье Уэстом — это пипец опыт. Ты находился в тени Юры. Юра — старший брат. Внутри него есть волшебство. Я ненавижу футбол, я ненавижу пиво, я ненавижу рыбу. Я вообще не верил, что я попаду в это кино. Мне очень захотелось с тобой зафиксировать этот момент. О, смотри, что у меня летит. Фарш из индейки Инди Лайт. Легкая и сытная основа для ваших любимых блюд. Готовьте просто и с удовольствием. Инди Лайт. В пользу счастья. Вася, Коля, вписка. Вася, Коля, вписка. Вася, Коля, вписка. Всю прошлую неделю у меня было полное ощущение, что ты просто не вылазишь из новостной ленты. Ты в Париже, Баленс, Миу-Миу, Асап Роки и вот это все. Звучит как вообще не моя жизнь, чувак, реально. Ну а как это ощущается из твоей оптики-то? Я все через брата воспринимал, реально. Потому что это, как бы, на самом деле, это психологическая защита. Когда с тобой все это происходит, ты смотришь, ты, типа, сидишь самый корень, ты, как бы, к тебе подходит Асап Роки, ты со всеми этими людьми, там, ее зовут Миучи Прада, это мафиози, женщина, как крестный отец, но только женщина, великолепная вообще. То есть твоя психика не успевает, как бы, адаптироваться, как бы, это перерабатывать. И поэтому я в каждой точке думал, о, классно, Матвей, типа, Асап Роки видит, я так рад. И в этот момент мне Асап Роки жмет руку, а я, как бы, смотрю на Мотю и думаю, типа, Моть, Асап Роки, смотри, Тебя классно. тоже пожмет. Типа, да, тоже, да, но он не пожал. А со стороны это похоже на сон? На На фильм? нэп. Со стороны это похоже на нэп, потому что сон, ты что-то знаешь, такое очень глубокое, и ты точно знаешь, что это сон. А вот нэп — это когда ты, типа, спишь, и вроде реальность, а вроде, знаешь, она смешивается со сном. Вот это такой долгий-долгий нэп в целый год. А это меняет? Да. Это меняет в тебе то, что, чувак, ты можешь мечтать. Вот, потому что это реально может произойти. И поэтому мы можем все об этом мечтать. Ты изначально там оказался, потому что тебя пригласила Balenciaga. На Fashion Week? Да. Потому что пригласила Balenciaga, Лоева и Miu Miu. Бренды скинулись, чтобы привезти меня с моим братиком как бы в Париж. Когда к тебе подошел Асап Роки, Да. какое было ощущение? Потому что мне говорили, что он для тебя все равно такая икона своеобразная. Конечно. Первый раз мы пили водку под него. Это вот волшебная энергия музыкантов. Такой энергии нету ни у актеров. Вот там мы видели, типа, там, Джареда Лето, мы видели Роберта Дауни-младшего, мы видели, ну, то есть, крутейших актеров. И от них ни от кого нет вот этой энергии, что, типа, тебя сносит, типа, волной. А как бы все расселись, а Асап Роки опоздал, типа, на 10 минут, вот, все его, типа, ждали, вот, и он просто входит, и всех как ветром, знаешь, немножко... И это есть как будто бы только у музыкантов. У актеров, типа, такого нет. У режиссеров такого нет. У моделей такого нет. И дальше он, типа, проходит мимо всех, там, кому-то да. И потом такой, hey, kid, I'm me. И вот так вот мне как бы, я такой, а? И я протягиваю ему руку, и он такой, we'll chop later. И я такой, что такое чап-чап? Чап-чап. Я такой барбершоп, знаю, такой. Я сижу, и я спрашиваю Моти, он там сзади сидел. Я говорю, чувак, это тот, кто я думаю? И Матвей такой, да, это тот, кто ты думаешь. И дальше я потом всю дорогу сидел и думал, подойти к нему, не подойти к нему. И решил не подходить. А потом я стоял с кем-то, болтал уже после показа, и он как бы ко мне подошел и такой, так вот, Кит, типа, я хотел тебе сказать, что, типа, чувак, я посмотрел Нору вчера, это пипец, как круто, чувак. Короче, я не употребляю наркотики, вообще никакие. А он мне сказал, что самое крутое, что есть в моем перформансе, он говорит, я никому не верю, когда я смотрю чуваки, когда они хай, типа накуренные или под чем-то, или пьяные, я никогда им не верю. Чувак, а тебе я прям верю. Я типа с бейбами также общаюсь, когда я накуренный, типа вот эта сцена, где ты говоришь ган-дилер, драг-дилер. Чувак, это вообще я. I'm really big drug dealer. Oh, really?
drugs. But I'm really big gun dealer. И я говорю, чувак, я вообще ничего не употребляю. А я смотрел, типа, потому как это, типа, накуренный или что-то, как это по рэперской культуре, на самом деле. Потому что где ты можешь это найти? Типа, можно найти в фильме «Дневник баскетболиста», «Реквием по мечте», и вот у рэперов, как бы. Вот, и я туда, и за ним тоже наблюдал, как бы. И я с них брал это. И он мне говорит, что он мне поверил. Это было для меня вообще пипец, что... А еще они сидели на ужине, вот мы сидели за столом, и сидел как бы он и Миучи Прада. И он меня называл Кит, а Миучи Прада, сколько ей лет? Я не знаю, ну, много-много. Она взрослая, уважаемая, великая, как бы, легендарная женщина. Он называл ее Бэйб. Бэйб? Да, он как бы к ней, эй, Бэйб, типа, Бэйб. И это было так прикольно, потому что в этом нет неуважения. В этом есть как бы какой-то, просто вот он из такой среды. Для него это нормально. Твой год, да, последний, он очень похож на такую сказку. Марк Эдельштейн с района Радужный, с Нижнего Новгорода, проходит путь и оказывается в Голливуде на «Оскаре». При этом, мне кажется, «Оскар» — это для российских актеров долгое время воспринимался как полет на Луну. Когда есть какая-то мечта, и ты такой, ну, куда ты хочешь? Я такой, ну, я хочу слетать на Марс. И ты понимаешь, как бы круто слетать на Марс, Да. но этого Марса у тебя никогда не будет, Да. потому что на Марсе никто не бывал. Как бы это и есть волшебная сказка. Морфология волшебной сказки. Про какой-то, типа, ну, путь, который ты не ожидал, ты просто как бы по нему шел, делал, что надо, как бы с открытым сердцем, что-то делал. И потом как-то, знаешь, типа все вот так переворачивается, и старик такой, рыбка-то золотая, ёп, ты что, желай, что хочешь. Да я с Асапом вроде хочу поздороваться. Ну вот, держите Асапа. Ну как бы, это вот, да, это сказка реально. У тебя есть ощущение, что с «Оскара», с недели моды ты вернулся с другим медийным капиталом? Да, ну смотри, нас сейчас там вот стоят люди, они снимают на телефон свой, такого никогда не было. Может, они тебя снимают, потому что ты как Нет, бы они вообще из списки. Они сейчас снимают уже тебя. Ну это пипец, вот у меня такого не было. Но вот ты уезжал на «Оскар». Был такой же ажиотаж вокруг? Нет, наверное, нет. Наверное, не было. Но я в Нижнем еще давно не был. И здесь поэтому очень быстро, типа, распространяется. Марк приехал. И дальше все, типа, мне говорят, о, мы знаем, что ты приехал, хотели тебя на Покровке поймать. И это так, типа, удивительно. Вот. И вот к нам вчера подошел чувак, и он говорит, типа, просто чувак обычный, ну, как бы, с такого же района, как у меня, только, как бы, с другого. Такой в спортивках, типа, в спортивной куртке, как Баленсиага, но не Баленсиага. Он такой подходит и говорит, слушай, мне, чувак, Анора не понравилась, потому что я все-таки за традиционные ценности. Но спасибо тебе, потому что есть ощущение, что, может быть, скоро, когда у меня семья будет, мы сможем в Европу свободно ездить. Спасибо, братан. Но главное, что он видит в этом свет какой-то и понимает, что это какая-то даже для него важная штука. И вот это классно, потому что до этого не было понятно, зачем людям ко мне подходить. У меня был 100 лет тому вперед. Я очень люблю, типа, тоже эту работу. Ну, и подходили, но как бы ребята младше. И они просто говорили, спасибо, было весело, спасибо. Я говорю, спасибо. А теперь люди подходят вот с такой штукой. И это очень ценно. Главная суперсила героев вписки в том, что они все успевают. И я этому страшно завидую. Хочется не просто делать классные интервью и прокачивать скиллочки ведущего, но и быть хорошим сыном, другом, парнем. И вот для всего этого нужно уделять время близким и радовать их сюрпризами и желательно подарочками, которые нужно еще выбрать, запаковать, подписать. И вот когда вы горите в съемках и монтажах, с этим вам отлично поможет FlowWow. Там есть реально все. Цветы, игрушки, авторские подарки, какие-то безумно красивые штуки от локальных брендов. Ты просто листаешь и выбираешь то, что тебе нравится. Оформить все можно за пару кликов, даже если ты находишься в другой стране. Например, Испании, ОАЭ или Турции. При этом адрес знать не обязательно. Достаточно номера телефона. Сохраняйте промокод вписка, вот он на экране, который дает скидку в 15% на первый заказ до 30 сентября этого года. Скачивайте приложение FlowWow по ссылочке в описании и дарите легко. История, как ты попал в Анору, да, она достаточно известная, ты ее рассказывал. Юра убедил тебя там поучаствовать в пробах, ты в эти пробы не верил, тянул до последнего момента с ними. Страшно было. Ты записывал их голым, а тебя снимала девушка друга твоего. Да. При этом, когда ты объяснял, почему ты снимался голым, ты говорил, что, блин, у меня там не было шмоток, но мне в этом видится определенное лукавство. Потому что как будто бы ты осознанно эпатируешь и осознанно делаешь так, чтобы запомниться изначально. Типа ты думаешь, что я снялся голым для того, чтобы запомниться? В этом Да.
Я до этого, типа, условно записывал уже пробы, которые, типа, куда-то были там за границу, и я записывал их не так. Просто там была то есть это же сцена после секса. Вряд ли после секса сразу одетый. Да. Правильно? Это раз. А если ты одетый, даже если ты одетый, то ты как бы, герой. У героя как бы богатая какая-то, то есть это какая-то его энергия, там классные, типа, должны быть шмотки. И вот у тебя остается два варианта. Ты, типа, либо рискуешь и делаешь, типа, ладно, это же после секса, значит, это сразу после секса, типа. Поэтому я буду голый. И либо в шмотках. Но у меня нет шмоток. Ну все, возвращаемся к варианту 1. Понятно, что, возможно, у тебя не было одежды, но в этом точно есть эпатаж и точно есть желание запомниться. Может быть, просто он даже может неосознанно работать, потому что каждый раз, когда ты, вот я каждый раз, когда делаю самопробы, ты каждый раз думаешь, как бы сломать систему. Потому что сценарий — это отправная точка. И ты, когда делаешь самопробы, ты не можешь просто сделать то, что написано. Ты должен что-то предложить. У тебя не стоит мысль о том, что вот сейчас меня запомнит этот режиссер, потому что я голым снимусь. И тогда у меня больше вероятность, что я попаду в это кино. Я вообще не верил, что я попаду в это кино. Потому что я там почти вообще ничего по тексту даже не сказал. Я не выучил, не успел, мне было страшно, у меня был зажим. Но есть другая штука про самопробы. Это не только про самопробы к Шону, а вообще про любые. Ты как бы как актер записываешь их много. В хорошее время, когда тебе присылают самопробы. И чтобы их записывать хорошо, тебе каждый раз нужно находить там интерес. Что-то для себя, что-то такое, что ты еще, типа, не делал. И вот как бы какая-то вот эта штука, что мне было интересно, типа, так сделать, вот как бы это ложится, типа, на то, что я подумал, а почему бы, если такие обстоятельства, не сделать это голым? Когда зашел парень девушки, Юрец, да. насколько это была кринжовая ситуация по Очень, 10-бальной чувак, системе? очень кринжовая. Оцени ее по 10-бальной системе, неловкостью. Сколько? 8. 8? Да, чувак, 8, потому что он знал, что у меня есть проба для Шона. И я просто вот в секунду, когда он зашел, я как бы сделал, типа, чувак, это сейчас, чувак, вот, и он дальше все понял, он нормально к этому отнесся. Потому что, например, если бы он про это не знал, и я бы начал ему объяснять, мне просто американский режиссер, который снял Project Florida, чувак, это такой шанс бывает только раз в жизни, понимаешь? Не то, что ты подумал. Это было бы совсем, да. А он знал про это, что я должен это сделать, что я факаплю сроки. И поэтому нормально. А я просто подумал, что он уже привык, знаешь, к что твоим каким-то голый приколам. с его девчонкой записывать? Конечно, он скажет, творческий человек, что-то там с моей девчонкой сидит, она с камерой, он голый. Помочь люди. Twitch вам завести или как вообще? Опа, Вася первый раз. Ребята, Вася первый раз посмеялся за время нашего диалога. Я услышал Офигенчик. знакомое слово Twitch. А то, что все до этого я говорил, ты не понимал в целом. Вторая история, от которой я офигел, что твоего героя мог сыграть Даня Милохин. На самом деле мой герой Это Даня Милохин? существует, потому что существует Даня Милохин, потому что Даня выпустил клип. Короче, тут будет... я сейчас это сделаю, как обычно делают люди в интервью. Вот этот клип, это типа, где он там танцует, просто где-то на улицах Лос-Анджелеса. В этот момент Шон придумывал, типа, сценарий, и он думал над героем, вот этим молодым, в которого должна влюбиться Анора, и он увидел вот Даню Милохина и подумал, моя героиня могла влюбиться в этого пацана. И оттуда он начал как бы его раскручивать, и Даня тогда был в Америке. Я не знаю, виделся он с ним или нет, но это был его главный референс, и в целом он хотел видеть его. Просто Даня очень крутой, и он очень крутой в том, что вообще-то он не актер, а что он супер лайфстайловый, искренний, как будто бы вообще без маски, прокачанный и прокачивающийся постоянно чувак. И в этом его фишка, а не в том, что он там может играть что-то или что-то, вот. А там в Аноре там есть какие-то штуки, где я на органике сам прокатываю, а есть какие-то штуки, когда мне приходится засесть и нарисовать, типа, и написать, и расписать. Иначе я понимаю, что без этого развалится. Спасибо Дане Милохину, что он вдохновил Шона Бейкера в целом. По сути, прототип тогда. Даня просто великий в том, что он совершил переход маскулинности. Вот есть вот этот весь стрим про то, что, типа, есть, типа, новая маскулинность, там, Тимати Шаламе, какие-то ребята, кудрявые, тюбики, как мы с тобой. Ты не совсем тюбик, я тоже такой. кудрявый. Да. Просто... Ты переходный. А он, ты понимаешь, он был, типа, прям тюбиком, а теперь, как бы, он боксер, это офигенно. Как ты думаешь, Даня бы смог отыграть или нет? На самом деле, вопрос же не в том, чтобы он отыграл, а вопрос в том, типа, чтобы он протранслировал, чтобы он внес в историю. Короче, есть сценарий, и это, так нас в институте учили, в Амхате, это отправная точка, это как бы твоя карта. Так. Если ты делаешь только то, что написано в сценарии, это провал заведомо. Потому что как бы сценарии пишут чуваки, сидя как бы в писательских комнатах, едя чипсы, пья кока-колу и разгоняя вот так между собой. Они придумывают живых людей, а потом ты должен наполнить как бы этих людей, которые только написаны, жизнью настоящей.
Вот. И дальше что-то внести. А жизнь вносится там за счет огромного количества вещей. И одна из этих вещей, типа, это какой-то иной пласт смысла, который ты туда, типа, закидываешь, согласовав с режиссером. Вопрос, там, что бы, как бы, он с Шоном разогнал, и что бы он внес в Ивана. Интересно было бы. Ну, Но да, это было бы уже какое-то другое кино. по-любому. Но мне тоже интересно. Где-то, может быть, в альтернативной вселенной. Да, в альтернативной вселенной я бы хотел, чтобы было две вещи. Чтобы Даня Милохин сыграл Ивана в Аноре, и чтобы Марк вызвал на бой бокс Даню Милохина. И выставил хотя бы... 10 секунд. Давай первое попадание. Бум, сейчас гонг был. Да, Это да. похоже было на гонг. Я попросил тебя привести какие-то очень важные и знаковые для тебя вещи. Это Balenciaga костюм, кастом костюм, в котором я был на церемонии «Оскар». Да. И с этим связана прикольная история. Короче, чтобы сделать кастомный костюм, нужно, типа, ну, он под тебя шьется. Balenciaga вообще не делает такие вещи. То есть это все, типа, в одном экземпляре. Такого больше не существует. И они должны были прийти и сделать мне, как бы, мерки, чтобы под меня, типа, его сшить, чтобы он классно сидел. И, значит, у меня, типа, человек, который занимается моим расписанием, перепутал, типа, и он написал, что, условно, это 11:30, а на самом деле они пришли в 9:30. И ситуация была в том, что я сплю спокойно. Думаю, о, как хорошо, у меня до 10:30 будет время поспать, здорово. И я сплю, короче, и слышу стук. Дун-дун-дун. Я такой, no, thank you, housekeeping, no, 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 I will sleep, thank you. Вот, и дальше я опять слышу бум-бум-бум, и лай собаки. Я такой, типа, чё? Я такой думаю, ё-моё, чё они как бы... И я, короче, вот так вот иду в трусах, вот так вот иду, что-то, иду, открываю дверь, и смотрю, и стоят просто 3 человека, похожих на демонов, реально. Они во всем черном, у них водолазки, короче, они в черных как бы пиджаках на высоких платформах, а это просто стиль Balenciaga такой. И это люди из Balenciaga. Они так меня осмотрели чуть-чуть, вот, потом завозят один рейл, второй рейл одежды, типа, дальше залетает собака, вот, потом залетают, типа, мои стилисты такие, смотрят на меня. Собака-то там как оказалась? Потому что у моих стилистов есть собака, и они всегда приходят с ней, они приходят к тебе в номер. Это было очень неловко, потому что у тебя... Ну, потому что у тебя такой важный момент. У меня вообще никогда не было костюмов такого рода. Balenciaga, между прочим. Тем более Balenciaga, а ты стоишь в трусах вот такой как бы... Помятый. Помятый чуть-чуть, да, сонный. Ну, как бы и они сделали эту штуку. И это очень крутая вещь. Я ее очень полюбил. Здравствуй, дорогой друг. Я кофе-коуч Захарка. И самое главное в кофейне – это локация. Посмотри вокруг. Это глухой лес. Идеальное место для кофейни. Проходимость 3 бурундука, 2 суслика и 1 комар в час. Сейчас мы будем готовить флэт white на птичьем молоке. Нужно немножечко раскрошить субстанцию, раздробить. Это будет кофейные зерна для растопки. Вот сюда. А вот здесь это сыграет роль кофе. Идеально. Вот сюда. Нет, чувак, ну зачем так заморачиваться? Если хочешь открыть кофейню, просто пользуйся кафе-стор от Модуль Банка. Там все для кофейни в одном месте. Спешлти кофе дешевле рынка, оборудование в рассрочку, эквайринг с нулевой комиссией и даже бесплатное обучение бариста. Поставщики, техника, обучение, оплата – все в одном кабинете. Даже с постоплатой. Сначала работаешь, потом платишь. Ныряй по ссылочке в описании и открывай кофейню без лишнего шума. Сделаем скрэмбл. Ни одного не упало. Возьмем мои. Когда ты получаешь такую большую роль, и эта роль перерастает в сказку, что ты как будто сам находишься уже в фильме. Да. Начинаешь дальше примерять, ну, там, следующие работы, а будет ли это что-то настолько же большое? Или ты отключаешь такую оптику? Ну, это невозможно отключить. Ну, мы с Юрой про это разговаривали, там, стоя на балконе, когда как бы случился Оскар. И, типа, Юра сказал эту штуку, типа, да, чувак, ну, ты понимаешь, да, что вряд ли мы уже снимемся в фильме, который 5 Оскаров получит? Я такой, ну, не хочется в это верить, но как будто бы реально вряд ли. Он такой, но можно получить свой Оскар в целом, или можно получить Оскар как бы как режиссеру в целом. Да и вообще есть дофига чего крутого, что еще можно сделать. Поэтому все, Анора была, не нужно от нее как бы отстраиваться. А теперь, типа, нам нужно вот так вот. А хочется верить, что мы в 4-мерном мире, типа, существуем. И ты дошел вот до сюда, а дальше можно, типа, как бы вообще в иную какую-то сторону двигаться. Вот. Но это страшные мысли, блин. Прикольчик-то и в том, что вы перевернули игру. Оскар, он перестал быть Или игра нас полетом перевернула. на Луну. Теперь это воспринимается как
что-то, Что возможно. что возможно, да. Да. Я очень надеюсь, что это так сработает. Потому что вот было ощущение, что бы ты ни делал, ты видишь горизонт. Типа, знаешь, как у Нолана есть в этом, в «Интерстелларе», у него есть горизонт событий, он постоянно про него говорит. И типа вот он где-то там, ты его видишь. А вся вот эта штука, которая произошла, она доказывает, что типа горизонт событий ты его вообще никак не видишь. Он где-то, ну как бы вообще непонятно где. И это крутая вещь. И это просто типа правда так. Прикинь, ты делаешь вписку с мистером Бистом. Ты хочешь вписку с мистером Бистом? Это было бы уникальное событие. Вот, чувак, вот мы так же как бы даже и не могли подумать про Оскар. А теперь, мне кажется, ты реально можешь сделать просто вписку с мистером Бистом. А есть у тебя ощущение, что на вас с Юрой смотрят как на чуваков с другой планеты немножко? И вы этот образ, ребята, с ебанцой только усиливаете и делаете все для этого? Да по-любому, чувак, я это в какой-то момент, да, почувствовал. Типа мы экзотические для них. Экзотические. Экзотируем. Да. А когда делались, например, хайлайты с красной дорожки? В том числе там с покатушками на ковре. Thank you, Academy members, to Okay. this carpet. Okay. Why? Because Did you see that? Thank you, Mark. it was So, plus vibe activity. Это какая-то импровизация или нет? Ну, чувак, засыпал, короче, я, значит, в ночь перед Оскаром и думал, а чё бы я такое там Блин, мог... но это похоже на завоз, что ты заранее садишься и просчитываешь. Но я не мог, согласись, я не мог просчитать то, что на Оскаре единственная красная дорожка, на которой я был в мире вообще, не то чтобы я пипец на скольких был, Так. но в России на каких-то был. Что на ней Как можно бы, покататься, Что на ней на можно скользи. покататься, да. Но когда я понял, что на ней можно покататься, ну, ясен красен, надо покататься как бы. Ну, а когда я еще покатаюсь на красной дорожке Оскара, Ты ковровой. знал, что ты будешь на красной дорожке, первое. Ну. Ты знал, что у тебя будет интервью на этой красной дорожке. Так. Ты знал, что нужно создать момент, чтобы запомниться. Не, я знал, что нужно создать момент, чтобы раскайфоваться. Мне нужно- Раскайфоваться, но не завируситься. Я просто вообще тупой в контенте. Вот ты, если можешь спрогнозировать, что завирусится, и ты это делаешь, я не могу, потому что я, ни разу на Twitch не заходил, понимаешь? Мне рилсы недавно бронзовые с индейцем и братом показали, типа, я начал теперь перед сном в них залипать, но я от этого отучусь. Реально, потому что я не могу это спрогнозировать, но я точно могу как бы понять, что, завтра будет Оскар, и фиг знает, когда, типа, еще туда попаду. Нужно сделать что-то такое, чтобы я вот, когда бабуля рассказывал, типа, что я там сделал, вот там был такой момент. Короче, там ходят люди, все такие, типа, очень серьезные, а я просто, чтобы это запомнить, вместо того, чтобы, знаешь, типа, ущипнуть себя, я просто слайд сделал, вот по ковру. Ну, как бы какая-то такая штука, это кайфово. Кстати, Оскар — самое ненапряженное мероприятие было из всех, что мы посетили. На Оскаре все, так как там все очень крутые, не было, типа, вот из того, что кто-то круче, кто-то менее крутой, там все были как бы на равных. Я, типа, прохожу, Эдриан Броуди сидит, типа, на первом ряду. И это было перед номинацией на Best Picture. Он уже выиграл Оскар. Типа, сидит чувак с Оскаром, как бы, за офигенный, как бы, перформанс, в котором у него 2,5 часа глаза, типа, полные слез. Он либо только что поплакал, либо сейчас, типа, вот-вот заплачет. 2,5 часа чувак это держит. 3 месяца они снимали. Ну, пипец перформанс. Он получает Оскар. Я куда-то выхожу, там, типа, перед Best Picture номинацией, потом возвращаюсь, вот. И Эдриан Броуди такой на меня смотрит, и такой, погоди, стой. Я такой, а? Он такой, а у меня бабочка была. И он такой, поправляет мне бабочку и такой, удачи, чувак, я в вас верю. И ты просто Прикольно. такой вот так вот дальше идешь, садишься, типа, такой думаешь, бабочка, думаешь, опять я не туда ее поправил, возвращаешь ее такой, думаешь, ну, и тут как бы Best Picture goes to... И у тебя просто пух, и ты вообще не понимаешь, что происходит. А реальность совпала с твоими ощущениями? То есть ты изначально представлял Оскар точно так же? Нет. Давай тогда расскажи, как ты его представлял и что было на самом деле. Ну, представлял я его как этот, «Золотой глобус». Так. Что такое «Золотой глобус»? Сначала ты едешь из отеля в тачке черный. Этот, как он называется? Escalade? Escalade, да. Ну, короче, в крутой черной тачке. У тебя там лежит вода, у тебя там лежат орешки, мармеладки, у тебя всякие снеки, жвачки. Ты едешь, типа, волнуешься. Вот потом ты стоишь в дикую пробку, потому что все едут на Escalade, на «Золотой глобус». Вот, потом ты в ней стоишь, типа, 10 минут стоит, 20 минут, ты уже потный. Ну, в общем, ты такой, как бы... Когда это закончится, я хочу уже домой. Как бы вот такая у тебя ситуация. Потом тебе открывают багажник и запускают туда собак. Там специальные собаки у тебя ходят по багажнику твоему. Они ищут оружие и наркоту, правильно? Ну, наверное, оружие, наркоту, да.
как бы всю как бы рэперскую телегу. Они как бы там поиск рэпер. Как бы, Да, там, рэперы туда не едут, получается. Поиск рэпера. Ну, а Сапурок я там не видел. Ну еще. Ну, короче, дальше ты входишь, и все как бы очень напряженно. Потому что там дофига звезд, всех фотографируют. Там вот там правила, которые нам сказал как бы наш этот менеджер, вот, и который мы с Юрой, ну, реально осознали, что тебя, вот, ты должен существовать там так, будто тебя фотографируют каждую секунду. Вот ты прикинь, вот мы сейчас, мы сейчас записываем, нас каждую секунду снимают. Но это другое. Сейчас я знаю, что... А там, типа, ты должен понимать, что тебя каждую секунду может кто-нибудь подснять, это выложить, это может завируситься, что угодно. Поэтому ты всегда должен быть... Наготове. Наготове, да-да-да. С собранно. тонусью, типа, да. И там очень напряженно. И еще потому, что это конкурс, как бы, и вот это все, и все такие немножко там зажатые, и все... И я думал, что на Оскаре будет так же. А ты приходишь, типа, на Оскар и понимаешь, что ничего этого нет. То есть тачка, там, Escalade есть, собаки есть, а напряжения ни у кого по какой-то причине нет. И я, честно говоря, до сих пор не понимаю, почему, но вот американская команда сказала, потому что в целом вообще-то все понятно. Потому что там есть как бы миллион прогнозов, потому что это самый конец наградного сезона, и в целом все знают, как бы кто получит. Потому что это уже типа самый финал. Там у тебя реально есть возможность насладиться типа праздником кино. У тебя же там происходит энное количество разговоров. А был у тебя хоть один какой-то осмысленный, прикольный разговор, Да. который бы тебе запомнился? Мы встретились, например, с Джаредом Лето. Это было очень круто. Потому что, типа, я стеснялся. Я, по сути, так сам никому и не подошел. Я всегда думаю, типа, про себя, что да ладно, ну, если нужно будет пообщаться с этим человеком, нас как-то, типа, сведет судьба еще. Ну вот история с Джаредом Лето. Я вот так вот прохожу, типа, мимо него, я смотрю ему в глаза, я понимаю, что это реально Джаред Лето, и у него глаза как бы ангела. Добрейшие глаза, просто добрейшие. Я так чуть в него подзалип, вот, и он такой... И я такой, а? И он такой... Я типа к нему подхожу, и он берет просто и обнимает меня. И в целом дальше могло быть how's it going? Я бы сказал, I'm fine. Он бы сказал, типа, да я тоже нормально. Вот. Но он такой, типа, чувак, как дела? Я говорю, нормально. Знаешь, что я хочу тебе сказать? Ты легенда. Я тобой восхищаюсь. И он такой, чувак, уже ты легенда. И я тобой восхищаюсь. Я такой, ты не представляешь, как мне сейчас важно это слышать. А знаешь, типа, время, мы были в каком-то, типа, ну, это ночное какое-то заведение, какой-то ужин, все уже ходят, что-то. И время так останавливается, потому что ты как бы в диалоге с Джаредом Лето уже, и нифига не смолтоки. И он типа говорит, чувак, а знаешь что? Я ведь люблю Москву. Я ведь туда вернусь. И я сыграю там концерт, и тебя позову. И я такой, реально? Он такой, да, чувак. Дай-ка свой номер телефона. Я такой, что? Он такой, стоп. А давай я тебя сфоткаю. И тут как бы подходит Юра, и он такой, о, ты офигенный актер, чувак, иди сюда. И он типа нас фоткает. И дальше типа там, он говорит, все, стоп, давайте я еще с вами сфоткаюсь. И он как бы с нами фоткается. Дальше он начинает рассказывать про то, как он был в Москве, как он любит Москву, как ему важна русская культура, как немного боли, как он много смыслов оттуда черпает. И ты начинаешь этот диалог поддерживать, потому что тебе приятно про это говорить, потому что это что-то, что ты понимаешь. Это какой-то вот этот мост, который ты выстраиваешь с этими, типа, по сути, великими людьми. Контакт-то взял твой? Да, и есть контакт там в инсте. Контакт есть, да? Да, это пипец. А я еще моргнул там на этой фотке просто как лох. Ну, ты помнишь, да, что нужно быть готовым каждую секунду? Чувак, я понял, что я так не буду делать. Это вот Юра, он каждую секунду готов, он каждую секунду кульный. Понимаешь, Юра каждую секунду крутой. Если посмотреть все его фотографии, он каждую секунду крутой. Я понял, что мне пофигу. Я не хочу быть каждую секунду готовым. Я хочу не думать про то, что снимает, типа, нас снимает камера. Потому что, когда ты каждую секунду готов, так сложнее ловить момент. А мне очень хотелось его всегда ловить. Короче, хочешь просто жить. Проживать. Этот парень просто любил жизнь, реально. Да. У тебя появлялось очень много фотографий. То есть вот ты здесь, вот ты с этим человеком, ты здесь, ты с этим человеком. Да. У меня в какой-то момент появилось ощущение, что вот появилась новая цирковая обезьянка, очень свежая, Да. очень модненькая, которая просто вот таскает от одной селебы к другой селебе мировой. И обезьянка со стороны тоже, чувак. Так Да? и есть. Но я просто смотрю, ну то есть, понимаешь,
как бы у нас есть фотки в интернете, и нет, ну, как бы, ощущение, что меня просто вот так вот подводят, типа заплатили Асапу, говорят, сфоткайся с ним, пожалуйста. Как бы он такой, да, ну сфоткайся, улыбнись, пожалуйста, Асап. Он как бы... И потом меня вот так вот забирают, типа, от него и говорят, пойдем дальше. А на самом деле за этим, как бы, есть диалоги. И вот есть там видос с Эммой Корин, где мы с ней, она будет играть в «Чайке» в Лондоне, и Нину. И она со мной, типа, обсуждала проблематику Нины Заречной, Эммы Корин. Сидела, и мы обсуждали с ней русскую режиссерскую школу, английскую. И это как бы так круто, потому что ты, ну, во-первых, ты чувствуешь русскую культуру нужной. Пипец, как важно. Тереть за русскую культуру, как бы, с людьми из другой культуры. И чувствовать их реальный, как бы, интерес и попытку понять, потому что она для них сложная и как бы оккультная, тайная какая-то. Это мне очень важно. Ты просто чувствуешь, что им кино понравилось. Как бы реально понравилось. И это каждый раз тебя очень питает, потому что они реально говорят офигенное кино. И иногда подходят и говорят офигенное кино про другое кино. И я знаю, что это неправда. А Сонор — это, блин, правда. И поэтому оно подпитывает. Ты чувствуешь себя амбассадором российской культуры, которая была отменена 2 года, и как будто бы Анора снова ее легализовала? Очень. Чувак, очень. И это то, на самом деле, за что я больше всего благодарен этому году. Потому что если бы этого как бы не было, то я бы как бы уже, ну, потерял башку жестко. Все, что весь год с нами происходило, это же соблазны. У тебя в каждую секунду есть дофига соблазнов. Ну, то есть ты можешь пойти как бы в разные стороны. И рядом с этими крутыми людьми ты можешь как бы делать супер как бы непонятные разные вещи и потерять себя, типа... Люди в Голливуде, которые выросли, себя так теряют. А тут у меня была вот какая-то штука, которая бесконечно меня, ну, как бы держала. Это тот факт, что в любой момент ко мне могут подойти и что-нибудь спросить за русскую культуру. И я в этот момент не могу быть пьяный. Потому что если я буду пьяный, я нашу культуру, типа, ну, я за нее не вывезу, как бы. У меня есть английский, подведу, да-да-да. И у меня была эта ответственность. Так было приятно, когда после того, как мы говорим, все такие, блин, ну, наверное, мы приедем в Москву, типа, ты так рассказываешь, офигеть, сходим как бы в театры. И это какой-то, блин, это очень спасало и спасает до сих пор. В России Анор публиковали некоторые публичные люди. Например, Быков, Михалков. Да. И Виктор Логинов. Да. Гена Букина не каждый день кого-то критикует. Он критиковал, да? Критиковал, да. Как ты думаешь, почему в России фильм критикуют, по ощущениям, сильнее, чем на Западе? Ну, там тоже много критикуют, на самом деле. В профессиональном сообществе? Да, до нас просто это не долетает. Никто это не транслирует, никто не рассказывает, что там тоже критикуют, там тоже критикуют. Я пытался это анализировать, честно. Просто из точки любопытства. Ну, то есть почему? Потому что вот, например, Никита Сергеевич говорил, что вообще там русских, как плохо русских показали, почему так плохо показали русских? Ну, так же нельзя. В то же время в Америке все говорят, ребят, ну как так, почему вы так хорошо показали русских? Ну как, зачем вы так хорошо показали русских? И в итоге я прихожу к тому, что это так круто, что есть такие полярные мнения, потому что, короче, я ходил недавно на фильм «Микки-17». Это режиссер, который снял «Паразитов». «Паразиты», которые выиграли Канны и выиграли «Оскар». И «Микки-17» идет в прокате уже, типа, 2 недели. Или, как бы, больше. Я ни от кого не слышал ничего про «Микки-17». Вообще ничего. Там крутой Паттинсон, он классный актер, он играет там много ролей. Но про это никто ничего не говорит, потому что есть фильмы, которые как бы хорошо сделаны, но они не вызывают эмоций. А есть те, которые вызывают. И в итоге я прихожу к тому, что спасибо реально Никите Сергеевичу, как бы, что он так говорит про Анору. И спасибо ребятам, которые так говорят там, про Анору на Западе. Потому что, типа, это живая реакция, и это круче, чем просто игнорирование. Ну, еще надо сказать просто про дубляж. Я не знаю, вот эти люди, как бы, Гена Букин, это обращение к тебе. Скажите, пожалуйста, вы смотрели Анору как бы в дубляже, или вы смотрели Анору в оригинале? В целом там не очень много английских слов. Если вы не в оригинале смотрели, посмотрите в оригинале. Может, вы измените свое мнение. А что не так с дубляжом? Свяжите через Васю. Чего? А что не так с дубляжом? Мы убили кино. Как бы мы его убили, когда мы его дублировали. Но выбор стоял такой. Либо мы будем дублировать кино, либо кто-то будет дублировать его за нас. Но дублировать кино в любом случае было нельзя, потому что ценность там, типа, фильма
в разных языках, в столкновении разных культур, в разных ритмах, и в том, что Шон трушный чел. И вот если там чуваки ругаются матом на армянском, он, не зная вообще, что они говорят, оставляет армянский мат. Потому что он уважает идентичность. Когда мы все перевели типа на русский язык, это потерялось. Без дизреспекта типа к компании, которая выкупила это кино, потому что это классно, что его у нас показывали. Но как будто бы в дубляже его смотреть нельзя. Пожалуйста, смотрите кино в оригинале. Почему делают дубляж? Потому что на дубляж больше народу ходит. Если вы больше будете ходить на фильмы в оригинале, то будет больше фильмов и больше показов фильмов в оригинале. И это реальное кино. Проблемка, которую ты сейчас решаешь, связана со своим очередным возвращением. Оскар, вот неделя моды, съемки. И тут военкомат Да. разыскивает тебя. Да это, круто, если меня реально разыскивают. Это так здорово. Ну, значит, помнят и ценят. Значит, нужен. Я учусь в аспирантуре. Так, Аспирантура дает тебе отсрочку. так. В чем моя проблема была? В том, что я не сходил вовремя после того, как я закончил школу-студию и не поставил там, типа, роспись, что да, я учусь, типа, в аспирантуре. То есть аспирантура отправила документы о том, что я там учусь, а я сам не пришел и не расписался. Почему? Потому что я просто тупо не успел. И в какой-то момент почему-то это просто вылетело в сеть. То, что это там, типа, меня кто-то разыскивает или что-то, это фейк, потому что у них есть справка о том, что у меня отсрочка. Все, что мне нужно сделать, это как бы прийти и поставить подпись. Я попытался это сделать, посмотрел график приема, пришел с документами, говорю, вот, здравствуйте, это я. Я открыл как бы женщину с фортикой, вот так вот. Вот, она ела что-то, там был такой пар, она что-то ела, вот, на меня так сразу, вот так вот, знаешь, такой, типа, школьной столовой, так, мне запахло, я такой, здравствуйте, приятного аппетита, я говорю. Она такая, здравствуй, к кому? Куда? Я говорю, военный комиссариат. Зачем? Я говорю, мне нужно вот документы принести и поставить роспись. Вот она такая, какую роспись? Я говорю, про отсрочку. Я учусь в аспирантуре, рассказал все то же самое, что только что тебе рассказал. Она такая, покажи документы. Я ей показываю документы. Вот, она как бы их смотрит, потом говорит, у нас обед. Я говорю, хорошо, когда можно прийти? Она говорит, в четверг, а время типа вторник. Вот, я говорю, у вас обед до четверга? Она говорит, нет, часы приема в четверг, с 2 до 4. Ну вот, я говорю, хорошо, ну у вас написано, она такая, на заборе тоже много чего написано. Реально, она просто мне это сказала. Я говорю, ну все, тогда я пошел. Она говорит, да, иди, и вот эти вот бумажки мне больше не приноси, мне нужны оригиналы. Бух! И закрыла как бы это Но выходит, окошко. не так ты и нужен. Не, нужен, конечно. И я туда поеду. Но интересно все равно, где так получается. Контраст. Я тоже думал про это, что это как бы... Оно же... Хочется же каким-то типа искусством, творчеством заниматься. Хочется что-то рассказывать. А чтобы что-то рассказывать, тебе нужны парадоксы и контрасты. И это какой-то... Не знаю, я очень благодарен пространству, что это происходит. Потому что есть эта штука у Бродского. Будь тем, кем другие не были. Вот я думаю, ни один человек не виделся с Апроки, а потом через 4 дня не виделся с... Женщин. Может быть, она будет Наталья из военкомата, да. Не желали приятного аппетита в военкомате. И не уходил дальше. Может быть, ты Асапроки даже ее назвал бы Бейба? Бэйб. Да, он бы ей сказал. Прикинь, я сам Броки бы пришел просто в Нижегородский военный комиссариат, сказал, «Хай, бэйб, Да. бон аппетиту». А еще есть просто пленочные фотики, потому что я очень люблю фотографировать на пленку. Меня как-то это вкатывает. И это какая-то крутейшая штука про соединение как бы расщепленных пространств. Потому что у меня есть типа пленки, на которых одновременно есть типа Радужная улица, Москва, Лос-Анджелес и Израиль. И это все одна пленка. И это так великолепно, потому что ты можешь проявить негатив и увидеть, что это действительно все один мир. И вот так вот ты можешь посмотреть и проследить траекторию типа твоего путешествия. И это как-то, я не знаю, расширяет географию просто, потому что ты это на руках физически видишь. Вопрос от наших друзей из Aviasales. Да. Ты любишь пленочную фотографию, и Да. ты любишь путешествовать при этом. Давай вспомним твое Мир. лучшее и самое офигительное путешествие. Наверное, в Индию. В Индию. В город Варанаси, где горят костры, протекает Ганга, и где миллион запахов и миллион разных секретных троп, ходов, узоров, и где мы снимали фильм Рома Михайлова. Для меня это было вообще самое потрясающее, потому что было ощущение... Лос-Анджелес я еще могу понять, что это вот наш мир. Да, я там, все там, Нью-Йорк, Москва,
Там даже Северный полюс — это как бы бесконечная такая белая пустыня, но я это все равно могу понять, как это работает. А вот как Индия работает, по каким правилам, я вообще не понимал. Ну, Рома нам рассказывал, там все пытаются тебе поставить сюда точку. И как бы зачем? Зачем это делают? Потому что если тебе ставят сюда точку, то это значит, что ты согласился на проведение ритуала над тобой. И тебя можно разводить на деньги. Потому что вообще-то религии запрещено разводить людей на деньги, но если ты уже в их секте, если у тебя точка, то ты в секте, то тебя можно. И если ты один, то дальше тебя как бы могут обокрасть что-то, и это не будет считаться грехом. Поставили точку? Не, я вот так вот как бы, ё-моё, ты чё, блин? Я как бы... Ну, ты же боксом занимался. Ну, я вот, видишь. Как говорится, летайте чаще. Авиасейлс, сервис по покупке дешевых авиабилетов. Красавчик. Ты в Лос-Анджелесе застал пожары? Да. Мы застали пожары, на следующий день улетели, и у нас был последний рейс, который успел вылететь, потом закрыли аэропорт. Это было очень страшно. Мы хотели с Юрой поехать кататься на лыжах, и уехали 50 минут от Лос-Анджелеса, короче. А там, типа, через 50 минут начинаются уже снежные горы, чувак. Мы доехали до туда, поняли, что мы ничего не успели, как бы такие, ну, будем возвращаться. Возвращаемся, там все было тихо, спокойно, снег, деревянные домики, как бы. Вот дальше мы поворачиваем, все, едем обратно в Лос-Анджелес, 50 минут едем, и попадаем как, типа, в The Last of Us, я не знаю. Просто все в темноте, какое-то все, типа, красное вдалеке. Стоят тачки, просто бип-бип-бип, не могут выехать, и мы вообще не поняли, что происходит. Приехали в наш отель, и в отеле просто было дофига людей с чемоданами совсем. Вот, мы такие, а что происходит? Как бы, что происходит? А все как бы то в слезах, в трауре, ну, жестко. Дальше мы поднимаемся на наш этаж, нас ловит какая-то девушка и такая, вы из Аноры? Мы такие, да-да-да. Она такая, как я рада вас видеть, типа, мы такие, а что происходит? Вот, она такая, пойдемте. И она приводит нас просто на балкон к себе. Она такая, вон мой дом. И мы смотрим, а там все в огне. И мы, короче, на следующий день приняли решение, что надо улетать, потому что иначе мы не вылетим просто вообще. У вас еще стойкость была, я бы бежал в тот же час, Да. в ту же минуту. Но, с другой стороны, это часть приключения. Не хотелось бы погибнуть в огне. Не хотелось бы, да. Но я надеюсь, там практически никто не погиб. Грустно, что дома пострадали. Но это тоже какая-то интересная штука, знаешь, такая околорелигиозная, что пострадали самые богатые районы. Местный пацан не ходит до психолога, местный пацан идет 20 тысяч шагов подряд. Я скучаю по безумию внутри родного города, хотя вело на сану к темноте, а не на свет. Обосранная богородскими голубями Балансиага. Вот я в топом вкину, что есть типа стереотип про березы, знаешь, типа русские люди, березы, душа, вот это все. И вот я когда самое долгое время, типа пока мы снимали Анору, находился там, я реально начал скучать по березам. И конкретно вот по этим 3 березам. Потому что это березы моего детства, и это как бы не шутка. Ты берешь и начинаешь их, ну как бы по ним реально скучать. Тебе хочется вот на них посмотреть, что они вот такие как бы слабенькие, тоненькие, но стоят. Как бы, что они... Нифига себе тоненький, посмотри, какой ствол мощный. Да не, чувак, ну посмотри вот на них. Когда здесь ветер, я из окна всегда видел, как они вот в одну сторону втроем вот так вот, как пьяные друзья. Я каждый раз думал, а если они упадут? Ты знаешь, я смотрю на эти березы и думаю, что вот при такой мрачности, да, вот и засранстве небольшом, что если проткнуть ее, то не березовый сок польется, а что? Водка. Водка. Или... Водка. Ну не, нефть точно не польется. Ну нефть здесь. нет, откуда тут нефть? Ты посмотри вокруг вообще. Нет, тоже Тут верно, да, нефти ничего. тут нет. Ну это Радужный район. Да, это улица Радужная, Ну, короче, ладно. она так называется. Тут просто часто радугу видно вот отсюда, вот по этой аллее, если смотреть, вот с той стороны она обычно. Идем, короче, к моей школе, из которой я сбежал, и где на коробке я как бы получал по лицу, по животу, по ребрам, такая тема. А почему ты забежал? Потому что было невыносимо, собственно, поэтому и сбежал. Ну, потому что было невыносимо, и понимал, что эта ветвь как бы тупиковая. И я понимал, что у меня не хватает сил бороться. В тот момент я понял, что стоп, мне как бы там 12 лет, 13, я не справляюсь, надо что-то менять. Бороться со сверстниками, которые тебя Они не булили? сверстники. Они старшие были. Потому что, типа, я, условно, был в 5-6 классе, а чуваки были там в 9-11 классе. То есть там кто угодно бы не дал им отпор, понимаешь? Справедливо. Вот. Главная тема, по которой меня гасили, это была тема, типа, национальности. Вот. Как они, нацболы, да, называются, которые гасили? Ну, назовем их просто какие-то офники. Ну, короче, здоровые чуваки, как бы, которые могли тебя позвать на коробку просто поболтать. Поболтать в смысле не поиграть в футбол. Много раз, типа, происходили какие-то разные ситуации, когда они спрашивали, типа, а у тебя вот фамилия, типа, Эдельштейн. Так. Это что за фамилия вообще?
говоришь, как бы, нормальная фамилия обычная. Я такая, а что это значит? Говоришь, я не знаю, как-то они над тобой смеются, что-то толкают, проходят, ты приходишь домой, гуглишь, что значит фамилия Эдельштейн. Вот, такой, типа, узнаешь, что это там драгоценный камень называется. На следующий день приходишь, там, через какое-то время они там тебя спрашивают, ну что, ты, типа, как бы говоришь, там, я вот узнал, это драгоценный камень. Вот, они как бы, что, получается. Главная их претензия, то, что это просто еврейская фамилия. Хотя на самом деле я им пытался доказать, что вообще-то это на латыни. Я в отказ шел. Потому что можно было бы сказать, ну да, еврейская, как бы, что. Дальше они это говорили, что не, чувак, это еврейская фамилия. Ты говорил, не, это на латыни. Вот они такие, ну то есть ты не Ты говоришь, ну как бы, они такие, ну тогда кинь Зигу. Ну а тут в этот момент у тебя типа включается как бы, нет. Ну, потому что, что я такое тогда, если я так делаю? Дальше ты говоришь, нет. Они такие, почему? Все-таки ты говоришь, нет. И вот твой детский мозг ломается, потому что ты не понимаешь, что дальше делать. Тут на тебя там девочки смотрят, стоят у столовой, и ты как бы просто опущ. И потом они говорят, ну, пойдем, типа, там, ты погугли еще про фамилию, как бы, дальше на коробке поговорим. Ну, и ты приходишь на коробку, там, как бы, чуваки, они тебе дальше говорят кинзигу, дальше толкают тебя, дальше ты просто падаешь, начинаешь там кричать, тебе больно, сворачиваешься, тебя пинают. Вот какая-то такая история. И это несколько раз происходило. Приходишь домой, тебя видят родители и говорят, что случилось? Я не рассказывал родителям очень долгое время, типа, про это, пока, как бы, не стало такое, что там я пришел, а у меня, типа, там, разбито лицо. И вот когда это уже стало вот так, дальше начали пытаться как-то это разруливать, и было принято решение, что все, надо просто, ну, типа, убегать с этого района. Не можем не поговорить про твоего братана Юру Борисова. Ты можешь его назвать сегодня другом? Да. Да, это один из самых близких мне людей сейчас. Было у тебя такое ощущение, что во время всей кампании вокруг Аноры ты находился в тени Юры? В какой-то момент меня это прям... То есть мне стало от этого очень стрёмно. Да я даже скажу, когда это произошло. Это произошло вот на Gotham Awards, когда, типа, Юру номинировали, и меня как бы не номинировали. То есть до этого мы как-то как бы ровненько шли, а потом как бы бах, Юра номинирует, а меня нет. И я прям почувствовал, у меня внутри такое тьма просто. И я такой, стоп. Вот такая штука начала происходить со мной. И мне было реально больно. Пока я не поговорил про это с Юрой. Юра очень мудрый чувак. Юра старший брат. Самый крутой, которого вообще только можно придумать в целом. Не как я для Моти. Реально крутой старший брат. Пипец. И я ему все это рассказал, и он типа говорит, чувак, ну ты красавчик, что ты мне это рассказал, да. Ну да, все так. Я такой, что? А я надеялся, что он скажет, нет, Марк, ты тоже, молодец, ля-ля. Потом такой, не-не, я тебя абсолютно понимаю. Все ясно. И тут как бы я вообще не понял, как на это реагировать, и ситуация была очень неловкая. И потом мы попали на Governors Awards. До этого нам было там очень сложно. Нам казалось, что все очень ненастоящие. И были вот типа мы с Юрой против как бы этой индустрии. Вот мы как бы особняком, а все остальные улыбаются, что-то смолтоки, вот это все. И там первый раз мы поняли, что это вообще не так. В общем, это место, где проходит Оскар, и в целом это типа как Оскар, но только для работников индустрии. То есть там давали типа Оскары продюсерам, давали Оскары музыкантам, давали Оскары кастинг-директорам, для людей, которые внесли, как бы у нас сказали, типа вклад в культуру. Первое, что нас восхитило, там была красная дорожка, на красной дорожке всех фоткали, а потом камер не было. Вообще. Никаких. Нигде. Поэтому никто не знает про вот этот Governor Awards. Дальше начала говорить девушка, ее зовут Барбара Брокколи. Она кастинг-директор всех Джеймсов Бондов. И она делала всех Джеймсов Бондов с самого начала. И вышли ее объявлять, типа, 3 Джеймса Бонда разных. Я не очень помню их имена, но, короче, это было так круто, что стоят 3 Джеймса Бонда, один очень старый уже дедушка, другой, типа, помоложе, Дэниел Крейг, и они ее объявляют, и она выходит, и она для них просто как бабушка. И она что-то их треплет по голове, ля-ля. И дальше она начинает, типа, говорить речь, и речь это о том, что важно было выбирать Джеймсов Бондов с добрыми глазами. Потому что нам важно было показать, что как бы вот этот человек, он может защищать. И она говорила про то, как она их искала, и они стояли, они ее обнимали, и это все было как-то так уютно, и что это делает одна девушка все это время. Сейчас это уже не так. Amazon купил эту франшизу.
что нас поразило. И это просто нас смело, реально, распаковало. Начинается сначала ролик, типа, и этот ролик с черными музыкантами. Дофига просто черных музыкантов. Рэперы, джазмены, оперные певцы какие-то. Все черные люди, типа. Вот, и они все делают музыку в разных временных там промежутках. Потом он заканчивается, и выходят две девушки. Одна постарше, другая помоложе. И та, что постарше, начинает с суфлера читать речь. И читает ее, и читает от мужского, типа, читает от мужского лица. Для меня это было очень важно, что мы это сделали, потому что музыка должна быть доступна всем. И искусство вообще должно быть доступно всем, потому что у искусства нет границ. Я бы хотел, чтобы так и продолжалось, не только в музыке, но и как бы и в кинематографе, и в живописи, и в танце, и везде. И она, типа, начинает плакать. И тут мы понимаем, что, оказывается, его уже нет, этого человека. А это был первый черный музыкант, которого позвали работать в Голливуд, писать музыку. И как бы она это дочитывает, и все в слезах. И мы с Юрой в слезах. Хотя мы, не знаем, кто это. И он умер за неделю до церемонии. То есть это им написана речь. И она ее прочитала. И дальше все встали, и просто была минута молчания. Ее никто не объявлял. И все ревели. А там не было ни камер, ничего. То есть это просто реально происходило с людьми в этот момент. И потом на сцену вышли около, 30 женщин черных, таких больших, пышногрудых женщин, как в фильмах, которые поют, как бы, знаешь, типа, очень так на разрыв. И они начали петь джаз все. И просто супер, как бы, джаз вот туда начали петь, реально. И это так, как бы, нас распаковало с Юрой, потому что мы подумали, что это так здорово. Почему? Потому что в чем главное отличие? В том, что они каким-то образом работают на перспективу мира. Они своими делами и своими поступками, они захватывают и думают обо всем, типа, земном шаре. И тогда, назад возвращаемся, я в этот момент еще думал про то, что Юра, а почему так? А почему он, а не я? А я в тени? А что мне делать? Это подрывает какую-то мою веру в себя. Это так тяжело, Но, с другой стороны, это справедливо, потому что у него как бы роль круче, и она важнее, и вообще он старше. И тут я понял, что это вообще все не про это, а про то, что тот кейс, который с нами произошел, сильно больше, чем моя карьера Юры и вообще. Это просто про то, что открывается какой-то иной путь, дорога, и мы как люди, знаешь, типа с ведрами цемента, типа нам сказали, полейте, вот там дорога есть, типа, полейте. И дали Юре побольше, потому что он посильнее. Не поменьше, потому что я сам поменьше. Вот, мы как бы ходим, просто разливаем цемент, и дальше по этой дороге как бы фиг знает, пойдет кто-то, не пойдет. Но мы здесь просто сделать дорогу. И в этот момент у меня пропала, то есть вообще всякая, типа, фиксация там на том, что я, не я, моя карьера, что будет дальше. Как-то вот так это разрулилось. И еще Юра сказал мне очень важную штуку тогда. Он, типа, говорит, да не, типа, чувак, ты круче. Я говорю, почему? А он крутой старший брат, он не льстит. Вот мне, типа, Господь это послал там в 33 года, а тебе в 21 год. А посылает только то, с чем ты можешь справиться. Это значит, что ты к этому готов уже сейчас, а мне потребовалось, типа, сильно больше времени, чтобы быть к этому готовым. И всякая, как бы, эта штука темная, которой я испугался, она ушла. Мудрые слова. Да он мудрый чел. Как ты думаешь, чем Юра так зацепил западного зрителя и вообще западную киноиндустрию? Внутри него есть волшебство и свет, который, как бы, да, пафосная фигня, но он просто типа вот так проходит. И его ничего как бы не останавливает. Он нескончаемый, этот поток. И Юра просто его отдает всегда, всем. А свет это, он всем приятен. Всем приятен свет. Но есть другой ответ, более приземленный еще. Давай. Что у них нет таких героев. Понимаешь, вот как бы с темы, которая, типа, вся вот эта там мускулинность, новая немускулинность, как бы, у них как будто бы вообще в их поп-культуре пропал образ мужчины, который не типа как крепкий орешек, такой мужчина, а который вроде мужик, типа он может защитить, он может сказать, он может как бы взять бит и разбить что-то, может ее отобрать просто. Может на тебя смотреть так, что ты просто замолчишь. Он не будет тебя бить. Просто он так глянет на тебя, и все. Но в то же время он может быть как бы чувственным и ранимым. И ты понимаешь, что он как бы не пластмассовый, он человек, и ему может быть больно, и он сострадает. И это в Юре есть.
А там как бы вот так вот тяжело понять. Вот сейчас вспомнить такого героя там. Вот, и он попал в это. Вы продолжите сниматься вместе, как ты сам думаешь? Или сейчас дороги начнут расходиться? Не знаю, оно неисповедимо. Я не знаю, как пойдет. Я точно знаю, что я всегда буду максимально счастлив с ним поработать, потому что он никогда не остановится. Он всегда как бы будет расти, 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 расти. Я тоже буду стараться всегда расти, 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 расти. И в любой точке, когда мы встретимся, мы что-то чем-то друг с другом поделимся. И это будет качественный типа взаимообмен. Ты веришь в его голливудскую карьеру? Да, по-любому. Он на «Оскар» номинирован. Ты вообще можешь это? Я вот до сих пор как бы все это не могу осознать. Мне Нет, до сих пор кажется, что это фантастика. Прикинь, он топ-10 артистов в мире, мужчин. Топ-10. Вот он в этом топе. И в целом не на 10-м месте. Туповато все на топы приземлять, но как есть. Так просто легче осознать такие большие величины. Хочешь такие же шикарные волосы? Литуаль дарит промокод «Вписка» на 500 бонусов. Выбирай из сотен товаров. Вот, Вась, это от меня тебе завоз. Неожиданно. Будешь в ней? Да. Ну, слушай, ты же мастер перформанса. В целом, как будто бы так и должно быть. Ну, Сейчас это ты и перформанс. уже какой-то мексиканец. Уже мексиканец. Но я в целом не знаю, вообще изначально. Итак, Незнайка, куда ты нас привел? Мы сейчас находимся в театральном училище имени Евстигнеева, вот, на учебной сцене. Это место, где, ну, по сути, всю свою жизнь проработала моя мама педагогом по речи. И здесь, короче, я понял, что я хочу заниматься театром. Потому что театр и кино, и вообще актерское искусство — это самое вообще интересное, что я могу себе представить, чем я могу заниматься. Блин, я не помню, сколько мне было лет, но мало, потому что, ну, это прям вот очень яркое воспоминание в моей башке. Я прихожу сюда, там сидит, типа, вот в этой аудитории, короче, сидит огромный такой лысый мужик, прям огромный такой мужик. Он курит. Здесь уже нельзя курить, а когда-то, типа, было можно. Вот. И там, типа, в раздевалке все курили. Я прихожу, сидит, как бы, ну, жесткий мужик, лысый, с бородой, типа. И дальше 26 человек с закрытыми глазами и 25 кубов. Каких? Вот таких. Что с ними происходит? Они вот так вот выстроены, вот отсюда со сцены до туда, типа, до аудитории, в хаотичном порядке. И эти 25 молодых людей вот так вот, типа, вот я даже стою, это не просто. Они с закрытыми глазами, они вот так, типа, держатся за руки, и они идут. А куб на один меньше, чем, ну, типа, куба, как сказать правильно? Кубов Меньше, чем меньше, людей. чем людей. И поэтому всегда кто-то вдвоем на одном кубе. И кто падает, тогда все начинает заново. Они должны были пройти это змейкой, да. И он, типа, вот этот чувак, как бы, Андрей Алексеевич Ярлыков, офигенный мастер, великий. Вот, он как бы ими руководил. Как, ну, это на... Зачем это делалось вообще? Чтобы доверие друг другу вырабатывать и учиться взаимодействовать, наверное, вместе. И при этом, что еще? Ориентироваться в пространстве, то есть Да. чтобы тело, короче, чувствовало пространство без глаз. Потому что если Прикольно. ты с закрытыми глазами его можешь чувствовать, ну, типа, ты сможешь его и с открытыми еще легче как бы ощущать, ты его, ну, яснее понимаешь. Я тогда понял, что это, ну, тупо Хогвартс. И как бы, а нафига учить математику, если ты можешь учиться как бы ходить по кубам с закрытыми глазами? А люди, которые здесь учились, они круто выглядели? Да в моих глазах пипец, как круто они выглядели. Я очень хотел быть на них похожими. А чем они еще- глобально отличались от твоих сверстников в школе? У них было жесткое движение вперед. Они всегда куда-то шли, типа, знаешь? Так. У нас в школе как бы, ну, сидим, урок, сидим. Типа, перемена, ну, пошли в столовку, похавали сосиску, типа. А эти чуваки, их нельзя было поймать. Они как бы всегда, типа, куда-то двигались такие: о, привет, типа, Марк, здорово, о, скрипка, офигенно. Слушай, ну мы пошли. А потом ты идешь, смотришь, что они делают, они идут, встают в угол, как бы, и закрытыми глазами начинают жонглировать. И типа, ну, конечно, они крутые, конечно, Прикольно. они круче, чем одноклассники в этот момент. Потом у меня сломалось это представление, поэтому я не пошел в театральное училище. Потому что вот это мои герои были, Ага. а потом, как бы я уже чуть-чуть подрос, мне уже было, типа, там не 12, а там 15. И там, условно, мои одноклассники там пили пиво, ну и я вместе, типа, с ними там во дворах где-то. Вот. И в какой-то момент я иду по Покровке, и я просто вижу, как вот эти чуваки, которые там 4 года назад, они уже выпустились, ну вот так вот жонглировали с закрытыми глазами, тоже сидят просто и пьют пиво, но на Покровке.
И как бы я такой, так, погодите, вы же должны были поехать в Москву, поступить в театр, вы должны там на огромный зал, вы же гениальные, вы умеете жонглировать с закрытыми глазами. Я понял, что это так не работает. Что типа, если ты тут отучился, это не значит, что дальше у тебя мир как бы вот так. И понял, что где-то как бы хак системы, он где-то в другом. Твоя любимая тема — Шаломе. Вообще, если так разобраться, вы же не похожи. Серьезно? Ну, мне кажется, не очень похожи. Ты так считаешь? Ну, что-то есть общее, но вообще у вас... Прическа. Ну, прическа. Ну да. Но так, по сути, ты тоже похож. Ну, по сути, любой тогда похож кудрявый человек На Тимати Шаломе. на Тимоти Шаломе, да. Получается так, да. Расскажи про то, как вы встретились. Это какой-то был спланированный перформанс от тебя или нет? Короче, это было нужно для промо-компании, потому что в Америке тоже в какой-то момент начали типа меня с ним сравнивать. Поэтому, когда мы были на Gotham Awards, там он был, потому что он там получал награду. Там были типа награды там, за фильм, за документальный фильм, за короткометражный фильм, там награда за лучшую актерскую работу, за лучшую актерскую работу второго плана, там был номинирован Юра. Короче, очень много разных наград. И там были 2 специальные награды. Знаешь, какие? Зендая и Тимоти Шаломе. Ни за что, чувак, без конкурса. Просто Зендая и Тимоти Шаломе. Им просто вручали почетную награду. Это вот у нас бы называлось типа за вклад в культуру. То есть, когда ты вне конкурса, тебе просто дают это. Просто вот, возьми и скажи что-нибудь. Пожалуйста. И я спросил, типа, у Саманты, как бы у нашего продюсера, я говорю, не то чтобы я ему желаю зла, но мне просто интересно, а почему ему дали эту награду вообще? И она говорит, типа, о, Марк, это долгая история, но так работает Голливуд. Голливуду нужна, типа, кровь, нужны звезды. У них есть большая институция создания звезд. Вот. И они как бы создали звезд из Тимати и Зендаи. Но для того, чтобы они оставались звездами, им дают вот типа такие награды. Просто так, просто чтобы про них не забывали. Такая история меня это восхитила. Ну, потому что у нас, например, такого нет. То есть у нас просто так никому ничего не дадут вообще. Ты никогда не опасался, что вот эта приставка русский Тимоти Шаломе прицепится к тебе? Прям, знаешь, как клей. И ее уже будет не отодрать от тебя. Да, это же круто. Это то, как бы, это материал, с которым ты должен работать. И это какое-то вот одно из, ну, типа, ну, не испытаний, но какое-то одно из препятствий на твоем пути, которые ты как бы либо проходишь, либо это препятствие просто становится твоим тупиком и конечной точкой. И ты вот навсегда русский Тимоти Шаломе. Наоборот, я, типа, благодарен тому, что так начали называть, потому что это же какая-то штука, которая дала буст поначалу. Потому что людям же нужно как-то запоминать, как бы, что это, кто это вообще, где я его видел. А, русский Тимоти Шаломе. Все, я понял, это вот здесь вот он находится. Вот, а дальше ты просто вопрос, как ты с этим работаешь. Я правильно понимаю, что такой типаж, как у вас, называется нудл-бой? Чувак, не знаю. Это называется мальчик-лапша. Нормально. Нудл-бой. Да-да-да. Интересно, почему лапша? Есть, конечно, предположение, что, может, на голове лапша. Ну тогда ты тоже долбой. Ну, скорее я доширак. Вот я хотел тоже. Может быть. А я Ролтон. А ты ну Ролтон? не, а что Ролтон? А черный не бывает. Такая, чувак, странная движуха. Ну посмотри, это похоже на доширак? Это похоже на волос. А это что, похоже на доширак? Ну похоже, чувак. А, да? Что-то есть. Знаешь, который уже типа, вот который типа вот на вписке, его типа налили, потом кто-то говорит, пойдемте выпьем, и оставили его. И забыли. И забыли, да. И он уже утром такой весь как бы немножко устал. Подуставший. такой. Подуставший доширак. Ну да, у тебя похоже. Идет. Нормально, тебе я буду идет. с этим жить. Да, Возможно, да, чувак, это препятствие. Его ты либо преодолеваешь и двигаешься дальше, либо, ну, долбой. Что такое нудл-бой? Вообще у этого есть Да, определение четко. Худощавые парни с кудрями, лишенные мускулинности. Чувак, это вообще вопрос. Что такое мускулинность? Я до конца так и не понимаю реально. Не, ну я на бокс ходил. Ну, ходил. Ходил Ну, какая-то там была мускулинность, значит. в боксе. Ну, нормально, это как бы стойка есть. Если встать, будет. Твоя внешность повлияла на твой успех? Как ты считаешь? Да. Ну, только это не про внешность, а про время. Вообще, чтобы что-то случалось там в любой, на самом деле, творческой профессии, тебе должно повести, что ты попал во время. Потому что, прикинь, если бы вот Тимоти Шаломе начал двигаться, когда начинал двигаться Брэд Питт и Ди Каприо, когда, ну, как бы был иной тип мускулинности вообще. Но он бы не был никому интересен, потому что он бы не попал во время просто.
И то же самое с фильмами. Ты должен как бы очень просто по какой-то счастливой случайности попасть в фильм, который потом попадает как бы тоже в то, что типа просит аудитория, просит время. Ну и да, в этом смысле обязан. Но не внешности, а времени. Интересно только разобраться, почему этот типаж меняется. Вот это я фиг знает реально. Ну, то есть почему как бы происходит вот это изменение как бы от Брэд Питта к кому-то, от кому-то к новой маскулинности, к Тимоти Шаломе. Это как работает? Я вот не знаю. Пишите свои ответы в комментариях. Проведите исследование. Почему меняется тип маскулинности? И пишите свои ответы в комментариях. Тимоти Шаломе на тебя не подписан. Или подписан? Я фиг знает. Но я знаю точно, кто на тебя подписан. Мама? Брат? Я Ты? А Коля? не знаю. Но Ортега подписан. Дженна. И у вас есть какая-то прикольная, теплая, приключенческая история. Как я и показывал русский рэп. Вот. Мы снимали «Анору» в Нью-Йорке. Юра уехал, а Майки позвала меня на автор-пати фильма «Крик». Потому что Дженна и Майки снимались в фильме «Крик». Это было в каком-то отеле напротив Централ-парка, была такая огромная высотка, короче. И Майки пришла, она такая, ну смотри, это тот-то, это тот-то, это тот-то. Я вообще ничего не понял, и Майки растворился. Так, вот, потому что ее все начали дергать, спрашивать, а где ты сейчас снимаешься, Анора, не Анора, Шон Бейкер, что? И я ее потерял, и остался там один. И я смотрю, типа, по сторонам и понимаю, что, как бы, я не знаю, с кем мне разговаривать, с кем общаться, может быть, вообще лучше пойти домой спать. И тут я вижу девочку какую-то, короче. Она в кожаном пальто, вот в таких вот, типа, очках, вот в таких вот наушниках, короче. И у нее вот отсюда торчит фляга. Я не знаю, с чем она, просто какая-то фляжка, типа. Это как бы очень вызывающе, потому что ты находишься на автор-пати, и, по сути, ты должен со всеми общаться там. А она вот в таких наушниках, типа. Вот, и я к ней такой просто подхожу, думаю, как бы, ну, с кем мне еще разговаривать? Только с девочкой, которая не хочет ни с кем общаться. И я такой говорю, типа, привет. Она такая, а? Я говорю, привет. Она такая, ага. Я такой, не хочешь покурить? Она такая, у тебя есть? Я такой, да. Она такая, какие сигареты? Я такой, а у меня там какое-то количество было, типа, там, сигарет, которые и я из России еще там, типа, привез. У меня вот на какие-то они места, типа, такие важные моменты были. Мы пошли, и она дошла до стойки, вот, типа, отель же, это ресепшн. Вот, нас повел какой-то чувак, который охранник отеля, через какие-то коридоры. Я не понимал, почему, потому что я не понимаю, кто это. Мы выходим через задний вход отеля, стоим, я даю ей сигарету, она, типа, тоже берет сигарету, но не замечает, что какие-то особенные, типа, сигареты. Вот, мы стоим, курим, типа. Вот, и она как бы просто стоит, молчит, у нее там, я слышу, что-то какая-то музыка еще играет, просто стоим спокойно. И тут я вижу, как на горизонте просто начинают бежать люди, прям много людей. Вот, и она такая, типа, погнали. И я бросаю просто сигарету, забегаю вовнутрь, и она берет, и это то, когда я подумал, офигеть, что это вообще за существо. Она на каблуках, и она берет и сигарету тушит об каблук и кладет себе в карман пальто. И я такой, ты что делаешь? Дофига ты это делаешь? И она такая, ну, в Америке сигареты дорогие. Я такой, так это не американская типа сигарета, русская. Она такая, так тем более, когда я еще русские сигареты покурю. И я такой, вообще, это очень круто. И потом мы выходим, идем из одного отеля в другой, там иду я, вот Дженна, Майки, еще какие-то люди с охранниками. И я дальше вижу, что все с плакатами типа «Девочки Wednesday». Все кричат «Дженна, Дженна». Я так типа смотрю на них, вот, смотрю на нее и понимаю, что это как бы она. Там просто дальше был крутой момент. Мы в каком-то, типа в другом отеле, тут тоже огромная высотка, там Централ-парк вот так вот рядом, то есть это очень дорого. И там был я, Майки, Дженна и еще чувак, Дилан Минет его зовут. Такой актер, музыкант, такой чел. И все такие, типа, ну, пойдемте, типа, потусуемся где-нибудь еще, а все закрыто уже. Вот, и Майки такая, может быть, в отеле, потому что завтра нам здесь рядом снимать, как бы. Вот. И я понимаю, что никто не хочет покупать, как бы, ну, оплачивать номер, а мне очень хочется с ними потусоваться, потому что мне так интересно с ними пообщаться, узнать, как вообще они живут, эти люди. Давайте, типа, все хотят, да, в отеле? И все такие, да, давайте. И они что-то там свое перетирают, и я понимаю, что, ну, как бы, либо мы не тусуемся, видимо, либо я должен, как бы, оплатить отель. И я, как бы, подхожу, все так на меня смотрят, что я подхожу, типа, к ресепшену, вот, и я такой, типа, а можно, пожалуйста, снять отель? Они такие, да, конечно, у нас только сейчас загруженность, типа, только президентский, этот остался, этот. Я не спрашиваю, сколько он стоит, и я говорю, ну да, типа, ну давайте, значит, президентский. Вот они такие, да, хорошо. И я вот так вот подношу, а там типа $8000. И я такой, это же достойно мечты вообще, потусоваться с этими людьми. Да какая разница вообще, что такое деньги и зачем они
нужны. И я пикаю, и все, типа, на меня, они уже там рядом со мной, типа, они смотрят на меня, я чувствую какое-то напряжение, и оказывается, что у меня недостаточно средств. И это очень стыдно и очень радостно одновременно. И я такой, блин, ребят, короче, у меня недостаточно... И тут Дженна говорит, да в смысле, у меня есть номер в отеле, типа, вот здесь вот, там, у меня на последнем этаже президентский люкс. И я такой, почему? Что? Она такая, а мне было интересно, насколько далеко ты готов зайти, типа. И они все начали надо мной смеяться. И потом мы пошли, типа, туда тусоваться. И я предложил ребятам, типа, Дилану и Дженни вылезти на крышу. Вот они такие, закрыта крыша. Я такой, да не фигня, типа, в Нижнем мне тоже всегда говорили, что крыша закрыта, а в итоге, типа, крыша открыта, давайте попробуем. Они такие, да ну как-то впадло, там еще 45 этажей подниматься туда. Я говорю, ну, ребят, вы когда-нибудь были на крыше, типа, в Нью-Йорке? Это же Нью-Йорк создан для того, чтобы на крыше залазить. Они такие, ах, ладно, давай. Мы пошли, поднимаемся, там этот какой-то, я не знаю, типа, 98-й этаж, и оказывается, что крыша открыта. И мы туда залезли, и это был офигенный вообще день. И я им говорю, давайте я вам русскую музыку, типа, повключаю. Они такие, о, блин, давай. Вот, и я им включал, типа, какие-то треки, я им Салуки включал, Хаски включал, что-то им зачитывал, они тоже качали. То есть просто картина, типа, мы тусовались на крыше, слушали русский рэп, они тоже танцевали. Это было великолепно. А потом я пошел спать, мы легли у нее в номере, я лег на полу. И когда я проснулся, Джены уже не было, и Дилана тоже не было. И Майки как бы меня разбудил и говорит, так, погнали, типа, нам на смену. Вот, и я потом открыл телефон, а у меня на телефоне включен, как бы на паузе поставлен трек Вильяма Басински с каким-то названием. И типа так она мне оставила какую-то там свою музыку из своего ДНК-кода. Очень милая история. Да, офигенная вообще. Офигенная. Но звучит как приключение, которое ты будешь рассказывать внукам. Но будут круче приключения, буду рассказывать еще круче. 100%. Они никогда не заканчиваются. Общение это продолжилось или нет? Нет, не продолжилось. Я вообще удивлен, что ты в Ортегу не влюбился после того, как она тушила об каблук. Я в тот момент влюбился. Вот там та секунда была, ты такой думаешь, а что может быть? Есть девушка круче вообще на этом свете? Но потом мы Майки опять увидели. Ну, короче. Почему я люблю район этот? Ну, помимо того, что я здесь вырос, и он как бы мне какой-то привил ДНК, как бы какой-то пацанскости. И вот этого всего, как бы, рэпа, и эстетику крыши, блейзера. Потому что я, типа, здесь влюбился в первый какой-то, типа, такой раз там в девочку. Ее зовут. И там была история, которая вот как раз напрямую связана вот с этим Кинзигу, с коробкой. Потому что она была, я думаю, она есть, она очень красивая. Она там была на 3 года старше. Я понял, что я в нее влюблен, но мне, типа, с ней ничего не будет. Ну, как если ты влюбляешься там, я не знаю, в какую-то героиню из фильма. И ты понимаешь, что ну так это невозможно, но ты же ее любишь, что тебе как бы с этим делать? И я начал как бы чуть-чуть, ну не подкатывать, потому что я понимал, что это бессмысленно и тщетно, но ухаживать за ней. Так. Типа сосиску в тесте подогнал. Что-то ты ей как бы потихонечку подгоняешь, и она начинает там обращать на тебя внимание. И мы там иногда с ней что-то болтали. Я пытался понять, что ей интересно, что ей нравится. Там как раз вот найти выход. Киты умирают в луже бензина. Ты как-то, я тоже это слушаю. Типа, она такая, И в какой-то момент она пригласила меня в гости. О, чувак. А жила она вот в доме, который вот там, очень близко. И я начал ходить к ней в гости иногда. Но у нее, короче, был парень. И это был ровно чувак, который был лысый и в берцах. Я приходил к ней в гости, и она, я прям как сейчас помню, тогда было модно делать кексы самодельные. В стакане добавляешь какао, что-то еще, ставишь в микроволновку, и вот кекс. И мы с ней, типа, там, слушали музыку вместе, все. А потом она жила на первом этаже, как бы, в какой-то момент шел с тренировки или что-то. Она говорила, ну все, идет. И мне нужно было быстро выбежать, типа, подняться на 4-й этаж, подождать, пока зайдет, дверь хлопнет. И я, типа, как бы убегал. Так, а не знал, да, что ты захаживаешь? Он не должен был, да, он не должен был этого знать. Это была очень странная связь у меня с этим. То есть мы понимали оба, что ничего не может быть такого, потому что она на 3 года старше, а это жесткая разница, типа 13 лет и 16 лет. Но нам было вместе интересно. И у нее был крутой парень, реально, не я как бы тюбик, а как бы крутой чувак у нее был. И я перешел в другую школу. И я перестал, то есть, с ней общаться. А там были крутые моменты. Мы вместе были на крыше, пили вместе как-то блейзер. Я с ней ни разу даже не целовался. И даже за ручку не держался. Но какая-то была романтическое напряжение. Вот когда я уже уходил из школы, у нас было подслушано школа номер 35. И я увидел, как туда слили фотки, где просто спит с... Типа секс? Да. И они очень жесткие. Эти фотки очень были жесткие.
И мне стало очень больно от этого, очень стрёмно. То есть я как бы их, вот как бы до сих пор я их вот так вот вижу, эти фотографии. Когда я его через год встретил, я просто решил у него спросить, потому что я уже чувствовал себя в безопасности, я уже чуть постарше, да и уже волосы отросли, видимо, как бы он больше не из этой темы. Вот, и что-то он такой, типа, марокез. Я такой, здорово. Чё, как дела у вас с этим? Вот, он говорит, а ты что, не знаешь, типа, она все, как бы, она в рехабе. Вот, я говорю, почему? Он такой, да из-за тебя, чувак. Вот, я говорю, что? Вот, он такой, ну, потому что я узнал, что вы с ней мутили, короче, дальше, ну, и он дальше слил эти фотографии, вот, дальше, как бы, наркотики, все такое, вот, такая вот история. И это, у меня, вот, типа, есть про это сценарий короткометражный. Еще, когда я ее встретил, была зима, такое все было, вот это, как бы, ощущение района, который поглощает, вот, который всех поглощает. Это же, конечно, не из-за тебя, а из-за его дебильной ревности. И Да вот по-любому. То, что он слил эти фотографии. Вот. Во-вторых, вы же все-таки не мутили, это все он додумал в своей голове. И, конечно, конченый он в этой ситуации. Привет. Спасибо. Но ты же был подростком, и наверняка это чувство вины возникло. Угу. Да, не, конечно. Это просто как бы меня вернуло к мысли о том, что нужно двигаться дальше, как бы. Нужно двигаться дальше отсюда. Нужно, ну, то есть, куда-то вперед. Ты вот так вот отходишь, вот так вот, а там тачка взрывается. И крутые пацаны просто там, они в очках, они смотрят на взрывы. Тебе нужно вперед идти, потому что если ты не пойдешь вперед, тебя взрывом как бы вот так и снесет. К сожалению, я не смог ей никак помочь. Вообще-то, если бы я тогда сказал, все, будь моей женой, вот в 15 лет, то, может быть, с ней по-другому было бы. Но эта история как бы про то, что район, он поглощает. И тут тяжело мечтать вообще. А что чувствуешь, когда ты видишь первая влюбленность, девчонка, да, которую ты прям искренне любил, и тут ты видишь ее фотки, где ее, спят с ней? Ну, чувак, первое, что ты думаешь, что она очень красивая. Ты такой... И почему тут не я, да? Почему это не я? Чувак тут делает. Что он там делает вообще? Кексы-то там не готовит. Ну, а второе, что ты думаешь, это что любить очень опасно кого-то. Ну, что ты просто, типа, потому что в тебя это вот так вот вырезается. И ты как бы немножко, чё, типа, я, наверное, пока остановлюсь вот в каких-то своих ощущениях там какому-то, потому что такое же может произойти в любой момент, а что-нибудь еще страшнее может произойти, или менее страшное, но тоже, что тебя как бы поломает чуть-чуть. Я прям помню, что я такой, наверное, пока нужно сейчас аккуратнее влюбляться. Вот. Ну, потом сразу влюбился, когда в новую школу пришел. Ну, а сегодня же ты же уже так не думаешь, что любить опасно? Или так же думаешь? Да фиг знает, чувак. Ну, опасно, но это просто необходимо. Вот сейчас мне так кажется. Да, потому что это главная вообще движущая сила. А тебе же заговорили уже после монастыря. И в основном за счет постельной сцены, которая обсуждалась в социальных сетях. С Настеной. Ну, конечно. Ну да. Постельная сцена была не просто с обычным человеком, а с Ивлеевой Анастасией, которая считалась секс-символом. Ну, я как бы стараюсь, зазерняться в образ героя. Вот. И я в тот момент как бы вообще не воспринимал это, потому что я думаю, я разбирал с режиссером, что Юра, для Юры в тот момент это не акт, и оно так снято там. То есть это как бы не акт падения для него, а наоборот акт вознесения. Потому что для него это любовь, он в нее влюблен. И поэтому для него как бы вся эта телесность, что-то, это не про пошлость и не про порок, а наоборот про что-то как бы очень возвышенное. И поэтому потом, когда всякие телеграм-каналы начали выкладывать, знаешь, типа с красными смайликами, контент, Настя, мне так стало грустно от этого, потому что, ребят, это же вообще не про это, вы что? Вообще ничего не поняли. Вот такая какая-то была. Но потом у меня был шок, потому что знаешь, что я узнал? Про продюсеров. Это я офигел. Это мне брат рассказал. Матвейка. Так. Он сказал, что есть отдельные типа сайты, на которые... Знаешь такие сайты, Вась? Короче, отдельные сайты, на которые выкладывают сцены из сериалов или фильмов. И продюсеры вообще, в сценарии, они именно потому что иногда, когда ты там читаешь сценарий, такой, постельная сцена, ты не понимаешь, нафиг она нужна. В монастыре она реально нужна. В монастыре это важное, поворотное событие для героя, для ее героини, и от этого потом выстраивается, финал вообще. А иногда
как бы, ты не понимаешь, зачем столько постельных сцен. Например, в «Смычке» я до сих пор, я очень благодарен продюсерам за то, что там было столько постельных сцен, но зачем они там были нужны, там, в каком-то таком количестве, я не понимаю. И в этом есть прикол, потому что как бы с помощью этого набираются просмотры. Это как вбросы, заборы. Завозы. Сколько было дублей, когда вы снимали постельные сцены? Вот как долго вообще это снимается все? Та сцена долго снималась, потому что она, высокохудожественная постельная сцена. Мы ловили рассвет, вот, как бы солнце, это снимали на кране, был, как это называется, close set, никого там не было. Все были, типа, там, в 50 метрах, никто, как бы, не видел Настю, вот, и, было холодно, вот. Мы друг друга согревали своим теплом. Как это звучит-то? Неплохо. Да было вообще, Было классно. было офигенски. Ну, конечно. А как еще? То есть вы вдвоем, да, и рядом не было никого? Чувак, мы вдвоем на корабле под Кирилловым, рассвет. Да холодно, холодно было очень. Вот так вот в какой-то момент вот так вот, как мы вот так вот лежали, и нам режиссер орал, типа, «Ребята, не надо дрожать, это неправильно считывается, так, ну-ка, принести им...» неважно. Блин, чувак, я вспомнил это ощущение. Короче, прикинь, вот этот день. До этого было какое-то количество сцен еще. Там с Настей, без Насти что-то. И это, конечно же, очень волнительно. Потому что ты сказал, там, Настя секс-символ очень красивая. Потому что она очень красивая и очень хорошая. И было очень стрёмно. Мне было очень стрёмно, я был очень зажат. И поэтому Настя, как просто крутой артист, на самом деле, и человек, который правильно умеет, типа, работать с энергией, мы вот, например, в одной тачке на смену поехали. Вот. И как-то так все складывалось. То есть у нас все равно какая-то дистанция была мощная, пока мы снимали. Понятно, что мы подружились, но это все равно дистанция. Мы сидели вот так вот очень как бы плечом к плечу рядом. Вот, как-то, сломался тактильный барьер в какой-то момент. Она его сломала, потому что она понимала, что если так это не сделать, то потом будет совсем-совсем неловко. И в течение этого дня, потому что у нее тоже был стресс, а это, знаешь, есть вот этот разгон, что скорее влюбятся там друг друга люди, которые находятся в экстремальной ситуации. Типа люди, которые идут по подвесному мосту, условно, который вот-вот может оборваться, они скорее друг в друга влюбятся. Так работает, наша психофизика или фиг знает, что так работает. И ситуация была страшная. И поэтому произошла реально как бы химия какая-то. И я реально поверил, что, пипец, вот на этот день как бы Настя, моя девушка. И как бы, у нас с ней есть любовь между нами. И она была. И я за это ей очень благодарен, потому что это супер профессионально. У тебя есть уже несколько работ, где ты играл отношения какие-то, любовные, романтические, в том или ином виде. Где тебе и с кем было проще всего? С Ивлеевой, с Майки или с Дашей? Я не знаю, я их всех очень люблю. Я как бы их люблю, и поэтому мне было просто и кайфово. И я надеюсь, мы получали удовольствие, от этой работы. Захитрил, нормально, ушел. Часто же такое бывает, что когда ты с кем-то играешь... Да, чувак, это моя проблема. Потом ты влюбляешься. Да, но не потом, чувак, а во время. Получается, ты в каждую из них во время был влюблен? Да. Я просто пытался понять реально, насколько это правильно. Потому что есть, например, Майки, Даша, Настя. Есть, например, Маша Мацель. Когда мы снимали «Страну Сашу», я в Машу Мацель очень влюбился. И понимаешь, в чем там ловушка? В том, что тебе всегда кажется, что это взаимно. Потому что, вы же играете любовь, и в этом прикол работы, что когда ты актер, особенно когда это экспедиция, она не заканчивается. Потому что все равно, чтобы какие-то играть там объемные штуки, вам просто нужно выстраивать эти взаимоотношения. Потому что как бы ваши герои, это по фильму, условно, общаются как бы между сценами. И нужно это нарабатывать. И я пытался понять, профессионально ли это или непрофессионально. И прихожу к тому, что это не профессионально, но, честно. Когда я смотрю кино и вижу взаимоотношения между девушкой и мужчиной, подростки это или это взрослые актеры, я всегда понимаю, есть между ними химия или нет. А если она есть, то, вероятнее всего, они по натуре как бы в этот момент в друг друга влюблены. Дальше вопрос, как они разгребаются с этим. Да, у них же могут быть там какие-то отношения еще в жизни личные. Да, тут чувак. Ты как бы а тут подвлюбился чуть. Бывает. Подзапал. А получается, ты вообще влюбчивый чувачок. Честно говоря, влюбчивый. Да. Так, если по чесноку, давно не влюблялся там
Вообще, с момента, как я начал работать в кино, это типа какая-то как профдеформация. Я не влюблялся в девушек, которые типа не мои партнерши. Мне кажется, что это какая-то в плане зона нездоровая, в плане это ненормально, так не должно работать. Вот, потому что знаешь, что всегда говорят, что это самое стрёмное, когда там парень и девушка, они из одной какой-то... Профессии? Из одной профессии, потому что возникает конкуренция. Круче, если там, условно, пацан актер, а девушка... Режиссер. Ну нет, чувак, ну хотя да. Ну да. Ну, наверное, если Раз, режиссер, и всегда классно. в роли берет. Работа есть, опять же. Все в семью. Да, это, кстати, вообще глубоко в быту. Это ты хорошо Think придумал. about it. А, кстати, по поводу отношений. Главный-то вопрос, Да, который всех волнует. да. Ты в отношениях? У меня сейчас нет проекта, в котором я влюблен в девушку. Хороший ответ. Честный. Называется «Ушел от него». Давай про Майки поговорим. Давай. Она стала вашей подругой? Да. А теперь ты отключаешь оптику дружбы, отключаешь политкорректность и отключаешь то, что вы с ней, как с коллегой, снимались вместе. Представим, что ты вручаешь Оскар. А кому вот ты дал, ей или Деми Мур? Деми Мур. Честно? Честно. Да, чувак, но я могу так ответить, потому что уже дали Оскар Майке, поэтому пофигу реально. Не, я, короче, думал, я реально много про это думал, разгонял. Это просто реально интересная телега была. Да, во-первых, я очень переживал и переживаю за нее до сих пор. Просто, чтобы ты понимал, ситуация у Майки в том, что она 5 дней, типа, после Оскара не могла выйти из дома, потому что у нее стояли тачки у дома, которые никак нельзя было отогнать. Если она как бы вызывала охрану, их отгоняли, они возвращались, и они фотографировали любое ее действие, вообще. Ну и ты прикинь, ты, типа, по сути, за свою первую главную роль в полнометражном кино получаешь Оскар, тебе 25. Чё как бы делать дальше? Да, что дальше-то? Я не знаю, чувак, ты у нее спроси. Ну, я вот поэтому как бы за нее переживал, а с точки зрения Деми Мур я думал, что это просто крутой, как бы был бы, ну, стейтмент с точки зрения как бы Голливуда. У актеров же, как у, я не знаю, там, бальных этих, ну, танцоров и у кого-то. Короче, там, когда они молодые, там, они более интересны. Единицы могут выстрелить, типа, в каком-то взрослом возрасте. И это, ну, факт, потому что да, на взрослых меньше ролей. Вот. А Деми Мур, типа, бах, и выстреливает, и делает свой лучший, типа, перформанс, там, в зрелом уже возрасте. И если бы Голливуд, как бы, это поддержал, это был бы стейтмент, который пересекался с историей про субстанцию, что нужно себя уважать, что ты красивая не потому, что ты какая-то, типа, вот такая, а просто у тебя нутро красивое, ты человек красивый, ну, как бы, просто люби себя, это же очень важно вообще, не только для девушек, но вообще для людей, и ценить себя. Ну да, они решили Майки дать, ну, тоже классно. Деми Мур все-таки «Золотой глобус» получила, это тоже не фигня. Прикольно тут. Да, вот я так каждый раз, когда захожу, я тоже об этом Это думаю. первая фраза, которую ты Да. всегда произносишь. Тут был кабинет твоей мамы. Ну, она тут часто преподавала, да. Родители изначально не хотели, чтобы ты становился актером. Но при этом у тебя же в целом такая творческая гуманитарная семья, и все как будто бы из творческих профессий. Поэтому Да. как-то одно с другим не стакается. Не, чувак, наоборот, она стакается. Почему? Она стакается, потому что... Люди пришли в профессию, разочаровались, такие, только не сюда. Ну, батя у меня не совсем из творческой профессии, но все-таки журналист. Но он журналист Да. все равно. У меня мама всю жизнь здесь работает, как бы она там должна была стать актрисой, и офигенной, потому что она очень талантливая. Она поступила в школу-студию, потом забеременела мной, как бы и не пошла. Это я как бы ее... Подставил хоть. Я ее, короче, подставил ее, да. Потом она стала работать здесь. И здесь она, как бы она любила и любит это место, но она получала, чувак, ну там, 8 тысяч в месяц, ну типа 12, если оставалось, ну, после уроков. Ну, я не думаю, что это прям травма, но она бы не хотела мне такой жизни. А уверенности там в том, что я через какое-то время потом буду с Васей Турдовым разговаривать, там вписка будет, все, не было этой уверенности. Поэтому она хотела, чтобы я чем-нибудь более стабильным занимался. Твой отец был связан с футбольными клубами. Он Да, работал, поэтому я не люблю в футбол. Нижнем Новгороде Да. и работал в Анжи. Да. Причем интересно, что он же работал в Анжи в их жирные годы. Короче, была очень жесткая штука. Когда он начал работать в Анжи, мы стали чаще типа ездить в Москву, потому что там, я, честно говоря, не помню, ну что-то типа там происходило как бы с Анжи. Вот, я вообще не вдуплял, что такое Анжи, я просто знал, что я ненавижу как бы футбол. И почему? Потому что когда-то там была ситуация, что типа Матвей как бы очень малой, мама где-то типа на работе,
Батя сидит, смотрит телек, футбик. Как бы корешка там, я ненавижу рыбу, и ненавижу, как она пахнет. У меня вообще на нее аллергия. И пивко. Я ненавижу пиво. И он сидит, как бы, посасывает пивко, нормально, как бы, корешку, вот эта икорка поджигает зажигалкой. Типа, знаешь, там что-то зажигалкой поджигается, это еще больше воняет. Ты ему говоришь, папа, нет. А у него там, типа, нападающий, куда там читься, там, что-то гол, не гол. Я говорю, пап, пожалуйста, ты можешь эту рыбу, не надо, пожалуйста, меня воняет. Он говорит, да уйди в другую комнату. Да, блин, пап, там мой спит, я не хочу в другую комнату, хочу играть, там, что-то, писпиха у меня тогда была. И он такой говорит, чувак, пойдем. И дальше я просто сидел в падике. Чувак. И ждал просто, пока там Анжи или кто-то, я не знаю, кто, ФК, НН, как бы, доиграют. И я ненавижу футбол. Я не понимаю, почему это круто. У меня нету, как бы, связи эмоциональной. Она у меня обрублена просто со спортом. Но прикольная, конечно, ассоциация у тебя возникает с футболом, корюшка, пивко и вот запах падик. И, наверное, еще вот холод этих ступеней. Да, холод ступеней, да. И еще, как бы, запах мочи вот еще я помню, потому что в падике там вот так вот было. И я просто сидел тогда, и ты еще слышишь возгласы как бы батя, типа, а потом как бы через там 40 секунд гол! И ты думаешь, да, когда, сколько вообще идет футбол, почему он такой 90 долгий? минут, Ну, плюс вот перерыв как бы, 15. да. Вначале они там не верили, да, в твою профессию. Ты сейчас, спустя вот Канны, Оскар, фильмы «100 лет тому вперед», «Анора», ты смог им доказать, что твой выбор был супер правильный? Или Вот, тебе- чувак, в этом и дело, понимаешь? Это для меня как бы удивительно. Я не понимаю, почему это так работает. И я не могу с ними как бы это обсудить, потому что я не понимаю, как с ними это обсудить. Вот у тебя, у Васи там выпуск набрал, я не знаю, 20 миллионов просмотров. Это пипец. Так. Хочется, чтобы что произошло? Чтобы к тебе кто-то подошел и сказал: поздравляю тебя, чувак, это невероятно. Это ты великий, чувак. Ты просто красавчик. Мы тобой так гордимся. Вот что хочется. Подошел кто? Мама именно подошла? Кто-то из твоей семьи. У родителей такой прикол, что там это воспринимается как... Ну вот я когда-то там выигрывал конкурс чтецов в школе. И они как бы, блин, молодец, ты такой талантливый у нас, блин, ты такой хороший. И вот как бы в целом вот сейчас такая же ситуация, типа, там вот, да, мы вот там выиграли Каннский фестиваль, там у нас фильм. Блин, ты такой молодец. И ты не понимаешь, то есть ты не можешь от них требовать чего-то, ну, непонятно, что. Только думаешь, так, это стишок всего лишь прочитал, Да. а тут, блин, Да. Канны, ну... И это какое-то внутреннее, типа, пружина доказательная, она остается. И непонятно, а что еще, чтобы это подавить? Ну, потому что, видимо, оно не в них лежит, а во мне, типа, это ощущение. Ну, то есть это как-то мне нужно там что-то разобраться. Мне понравилась история, как ты отправил деньги маме, и она тебе отправила их обратно. Сказала, ты что, с ума сошел вообще? Почему я присылаю как бы еще родителям деньги? Потому что это какое-то подтверждение того, что то, что я делаю, они тоже могут как бы потрогать. Ну, потому что я же им обязан этим тоже. Но я просто пока не могу им ничего купить большого. Но когда-нибудь я смогу купить большое. Я думаю, если я им куплю какой-нибудь огромный, не знаю, Аквариум. или огромный шкаф. Какой-нибудь классный. Шкаф тоже неплохо. Ну Там да, ну вещи как можно- аквариум? Туда можно аквариум поставить. Ну просто что-нибудь крутое. Ну, с им редкими куплю, рыбами. Тогда Акула, чтобы плавала. с корешкой как раз, чтобы можно Корешка, было, да. батя, как бы... Батя сразу реально будет Прикинь, сидеть. аквариум с корешкой и пивом просто вот так Да. вот заполнен. Ты постил цитату Леди Гаги. Да. Было такое. Некоторые артисты хотят ваших денег, чтобы купить Range Rover или бриллиантовые браслеты. Но я не нуждаюсь в этих вещах. Хочу я ваши хочу души. ваши души. Да. Но получается, деньги тебя вообще не возбуждают особо. И я всегда мечтал, чтобы я не думал, когда хочу кому-то купить какой-то подарок или что-то, чтобы я не думал, сколько я трачу на это и сколько мне останется. Я сейчас как бы не думаю, сколько я трачу и сколько останется, а мне самому как бы много не надо. Твои гонорары, они выросли сильно, раз ты об этом не думаешь. Не, я не думаю об этом с момента, как я начал где-то получать, наверное, 60 тысяч за смену. 60 тысяч за смену — это уже дофига. Прикинь, у тебя там фильм, 30 смен. Ты получаешь 1 800 000, ну, 10% отдашь. Но я думаю, что сейчас твой ценник далеко не 60 тысяч рублей за смену. Не 60. Ну, зависит от проекта. Когда-то и 15. На Западе у тебя выше ценники, чем в России? За Нору нам ничего не заплатили по факту. Как бы... Потому что это низкобюджетное кино, и там все работали просто потому, что верили в идею и верили в Шона. А мы просто верили в то, что это крутое приключение, в которое круто войти и помочь этому человеку, потому что он светлый.
Ну, там же, по-моему, даже на промо потратили больше, чем на весь фильм. 15 миллионов долларов потратили на промо и 6 миллионов долларов потратили на съемку фильма. Финально про деньги. Больше 200 тысяч сегодня стоит твоя смена. На одном проекте у меня, да, я стоил больше 200 тысяч, но это было только один раз. Ну, может, сейчас будет. Посмотрим. Я не знаю, посмотрим, как договоримся. Но было бы круто. У меня дачи никогда не было, и родителей. Ну, знаешь, типа у всех есть дачи. Ну да. Типа съездить летом на дачу. Я летом ездил к бабушке в Балахну, в панельку родную. Вот, я бы хотел, чтобы у моих детей была дача. И чтобы у родителей тоже была дача. Это было бы круто. Ты как типичный рэпер. Хочу купить маме дом. Да? Ну да, это такая типичная рэперская мечта. Да я не только маме хочу, я папе и брату. Пусть живут в одном доме. Ну не, пусть Мотя живет в доме, в котором он живет. Ну не, Мотя сам заработает себе на Пусть дом сам вообще. заработает. Да, правильно. Давай про брата поговорим. Давай. Раз уж здесь. Ты как будто с детства менторствовал над ним. Потому что папы рядом не было. Вот, да, Да. то есть ты как будто заменял ему отца. И вот это супер милая история, когда ты играл там петрушкой, да, работал, чтобы накопить на приставку брата. Он просто очень хотел плойку, типа, и я пошел, Петрушка, работать, и чтобы накопить ему на плойку, но еще что было круто, потому что мы работали в сети, где делают хачапури, и мне потом как бы отдавали кусочки, типа, недоеденных, ну, они не откусанные, типа, а как бы что-то хачапури оставалось, мы потом хавали, приходили, смотрели сериалы какие-то. Я его очень люблю это время. А у тебя не было зажима быть вот в простовой кукле или в костюме Петрушки? Да откуда, чувак, у тебя может взяться зажим? Да У тебя есть... фиг знает, но это же кринж. Это выглядит странно. Типа, прикинь, ты в костюме Петрушки. Я его сам закастомил, чувак, из маминых платьев. Да? Надо сказать, да, я им горжусь, этим костюмом. Он у меня такой, как бы это такой, типа, знаешь, Рик Оуэнс, только разноцветный, типа вот такой. Знаешь, типа все такое рваное, такое, острые углы, да. Оверсайзное. Оверсайзное, да, Понятно. чувак, да. Не, это было прикольно. Да это не может быть зашкварным, когда ты просто знаешь, для чего ты это делаешь. Пруф всему тому, что я сейчас расскажу, вот эта надпись. Тут написано «Хули Паш». Хулипаш. Да, а Паша просто был барыгой. У меня, короче, был вот это лучший друг, потому что он жил на первом этаже. Вот. И мы с ним сначала там вместе записывали разные видосики, там какие-то там на тупые телефоны, типа там, я не знаю, ну на какие-то, где первые камеры, вот. Потом мы там начали вместе играть в игры компьютерные. Он к нам приходил, мы к нему приходили, мы вместе с моим братом тусовались. Вот, и было очень круто. А потом, типа, Паша начал очень резко меняться. Вот, ну, как бы он начал становиться сильно круче нас. Вот, и он дальше там нам рассказал, типа, про рэп. Паша начал водить нас, типа, на крыше, все. Там мы тусовались, начали пить, типа, вместе Блейзер. Потом Паша, как бы, начал там, типа, ну как, употреблять запрещенные, типа, вещества. Я вот копил брату на PlayStation, вот эта история, в общем. Так. В какой-то момент Паша, там, без моего ведома, потому что, типа, я уже старался с ними не коммуницировать, попросил у Матвея, чтобы он дал ему погонять PlayStation. И потом, когда через какое-то время мы захотели с Мотей PlayStation обратно, Вернуть ее. да, а оказалось, что PlayStation больше нет. Проторчали ее. Да, потому что плойку проторчали. Нельзя, реально нельзя, как бы, Пашу обвинять в предательстве, потому что это уже, как бы, это что-то было сильно больше, чем он. Вот я тогда столкнулся с какой-то вещью, когда я понял, что вот с Радужной есть несколько путей. И вот один из путей — это как бы куда-то туда, это там, где ты теряешь PlayStation. Со стороны выглядит, что ты Мотю протежируешь. Я просто его люблю. Ну, ты его подтягиваешь с собой. Да, конечно, это же, ну, ты вообще как бы для того и существуешь, чтобы братанов подтягивать. Мгм. Вот он главный мой братан в целом. Ну вот вы с ним вместе гоняли сейчас в Париж. Да. А как он реагирует на этот мир? Чувак, я очень переживал за Моти. Я не понимал, как он туда встроится. Первое, о чем я думал, у нас крутой одежды, например, у меня нету, и у Моти тоже, как бы, ее особо нету. Вот, а там на этих показах, это же Fashion Week, нужно же как-то круто одеться. И типа Balenciaga, Луэва, они все сказали, да мы как бы Мотю оденем сейчас. И я просто пытался представить, как он будет реально в этом выглядеть. И как ему это будет комфортно, некомфортно. Может, он будет себя как-то неуклюже, неловко чувствовать. А это очень как бы страшно, когда ты попадаешь в среду, которая говорит на ином языке, в иной вообще пласт людей, которые как бы какие-то типа Fashion Week, типа. Вот. И когда его одела Balenciaga первый раз, я понял, что он просто круче меня выглядит, реально. В этом. Да? Ну, просто, ну, ты видел вот эти черные очки, типа, он просто очень круто выглядит. И потом я начал замечать, что он лучше интегрируется, реально. Ходит, шутит. Я так обрадовался, потому что подумал, блин, он уже взрослый, и он круче меня. Ну, потому что он в 18 лет
смог вот разгрестись там среди этих людей. А я как бы еле-еле в 23 разгребаюсь. Типа, ой, простите, пожалуйста. Я правильно понимаю, что он хочет быть режиссером? Он хочет, в принципе, в эту среду интегрироваться так или иначе? Ему просто тоже интересно рассказывать истории, да. И он хочет это делать либо посредством типа написания, как сценарист, либо как режиссер, да. В этом нет какого-то читерства, что ты этот путь проделал сам, пусть и тебя бустануло, вот знаешь, и такая сказка произошла, Да. а ты как будто взял его, такой подтянул, привел, вот ты находись здесь, но по большому счету он же не сделал ничего такого, чтобы там находиться, кроме того, что является твоим братом. Абсолютно. И это не читерство, а наоборот, чувак. Это, как это называется, дебаф. У меня нет ответственности. Я просто как бы влетел, и дальше, типа, как-то пытаюсь с этим разбираться. Вот так случилось, я там. Я вот первый прохожу этот путь. Из семьи, например, точно. А у Матвея уже есть ответственность, потому что он постоянно мне говорит, что это очень больно, когда к тебе подходят и говорят: а, ты что, брат Марка? Ну, и это налагает на тебя определенные, типа, какие-то обязательства, как он это чувствует. Как бы он очень шарит в современной культуре круче, чем я. В стендапе, в твиче, как бы вообще в интертейменте круче, чем я. Он круче меня знает кино, потому что вот у него, чтобы ты понимал, типа, комната, она вся в постерах. Он просто с Кинопоиска распечатал постеры своих любимых фильмов, ну, типа, которые он любит. Как бы и там их, типа, 85 штук. И вот все современное он компилирует в себе, и у него еще мозг, типа, быстрее намного. Поэтому у него это круто получается. Матвей, я тебя люблю очень. Я жесткий, будто бы там это ровно, что вместо мяча на футболе дворовом. Я обратился бы к ворам, уши не слышат, респект мониторам. Это же какое-то киношное культовое место. Да, тут Балабанов снимал «Жмурки». Ровно там, да. А дела наши очень плохие. Это почему это? Догадайся с 3 раз. Известный факт. Ты снимался для Родины. И это было такое твое погружение в мир моды, хайбизма и съемок. Не, это просто была первая вещь, которая придала мне уверенности. Когда я понял, что я не совсем, ну, то есть, не совсем аутсайдер. Что-то я могу делать в публичном пространстве, и это может не высмеиваться. Мне кажется, для подростка, особенно если у подростка могут быть какие-то комплексы, это такая важная ачивка, когда к тебе подходят и говорят: слушай, чувак, ты вообще классно выглядишь. И мы хотели, чтобы была фотосессия там, в наших вещах. Это правда. Причем выглядел я очень по-уродски в тот момент. Если там приклеить эти фотографии, то это просто пипец. А я там, типа, младше, чем Матвей на 3 года. То есть это совсем у меня такое круглое лицо, я как-то пытаюсь модельные какие-то... А типа, тебе было лет позы. 15-16? Типа тогда? 15, да. А как от Родины ты пришел к Гоше Рубчинскому, к его показу? Есть такой у меня друг, он актер, Женя Егоров. Вот, и мы с ним вместе сделали проект, который называется Faces of Russia. В чем была концепция? Мы ходили вот так вот по Нижнему Новгороду просто, искали ребят с интересной внешностью. Мы как-то захотели ловить эту красоту, вот, фотографировали их, потом делали черно-белый фильтр, вот сюда ставили 2 белые, типа, такие рамки, назвали это, долго не думали, Faces of Russia, потому что это лица России, и начали, короче, это выкладывать. И потом на нас вышел Гоша. Вот, и сказал, нам респектанул, начал лайкать, типа. Потом Женя Егоров первый поехал на его показ в ЕКБ, а потом как бы позвали меня. Как выглядел показ Гоши Рубчинского? О, это было в Петербурге. Я родителям не сказал тогда, что я поехал. Мне почему-то было стыдно. Почему? Ну, потому что это модельная тема как-то непонятно. Но это не пацанская тема. Сложно же объяснить, что там... Ну, одежда пацанская у Гоши, там... Классные широкие штаны, как бы худи, все. Москва, не Москва, это все написано. Вот. И поэтому я родителям не стал рассказывать, на районе никому не стал рассказывать. И просто туда как бы поехал в Питер. Было здорово, там типа было много ребят, они тоже как бы были плюс-минус мои сверстники. Я помню, нам дали по $100 всем, вот, на какой-то... То есть это, то ли это была зарплата $100, то ли... Я прям просто помню, что это доллары были. Потому что как бы модели, там бренд, ля-ля. И мы что-то ходили их менять еще, чтобы что-то купить, затусоваться. Это было очень прикольно. И потом я помню, какой был для меня восторг. В общем, показ заканчивался тем, что это было в каком-то, ну не дворце, но в какой-то типа полузаброшенном пространстве с такими очень помпезными колоннами, с чем-то таким. И в конце все заканчивалось вот так. Внимание, в здании пожар. Просьба покинуть здание через ближайший выход. Подожди, а это часть перформанса? А это была часть перформанса. Я помню, когда первый раз, когда мы репетировали, я это услышал, я офигел. Вот, и тогда я подумал, офигеть, как можно делать. Я думал, такое только в театре возможно.
Самые неожиданные встречи, которые у тебя там произошли? Может, ты там, не знаю, встретил каких-нибудь рэп-селеб там? кого не Ренат ожидал? Литвину. А я ее как раз-таки знал именно потому, что я ее знал с фильмов Балабанова. И, то есть у меня такой как бы мостик был. Не через моду, а вот типа через кино я ее знал. Я помню, как бы мне тогда так хотелось к ней подойти. И она в какой-то момент там ко мне подошла и сказала там что-то типа, да, как бы типа, вы очень талантливый. И вот так ушла. Я даже не понял. Это, может быть, я додумаю, что она мне это сказала. А недавно я ее опять встретил на показе у Баленсиаги, вот когда это в Париже было. И она меня не узнала уже. Грустно. Да, нормально. Ну, как есть. Как есть. Ребята, у вас какой любимый стритвир бренд одежды? У нас? Да? Не знаю, наверное, Nike, Puma. Респект. Респект. А вы знаете, кстати, почему у Nike такой логотип? Почему? Это крылья богини Ники. Это крыло. Да, загуглите, богиня Ника. И это ее крыло. Поэтому так. Щик-щик. Спасибо. Респект. Минутка просвещения на вписке. Да, я сам недавно знал. С Баленсиагой у тебя контракт, я так понимаю. Да, ну, как контракт. Типа, мы сделали вместе кампейн с Баленсиагой. Да. Это какая-то разовая история или нет? Ну, посмотрим, что, я не знаю. Но мы точно как бы одну штуку сделали с очень крутым режиссером Надей Ликоэн. Она очень крутая. Это самая свежая вообще сейчас типа рекламный режиссер. Она мне очень нравится. Она еще модель, просто красивая девушка. Ну вот. И это как бы очень интересно. И мы в какое-то сотворчество с ними зашли. А с другими брендами это тоже какие-то разовые истории? То есть это же не от меня зависит. Это же как бы инициатива-то от Ну, у бренда. тебя же какая-то... У вас были голова есть, переговоры. голова есть на плечах. Да, Какая-то. да, Чувак, что-то какая разовая? говорят, выходят с предложением каким-то. Я не очень понимаю, почему как бы я интересен брендом реально. Я не врубаюсь в это. Как в этой игре, где, ну, погоди, типа, ходят, я это собираю, они как бы так, оп, Лоева, ага, супер, оп, Баленсиага, оп, Миу-Миу, оп, упала, разбилась. Типа вот такой вайб. У нас недавно в выпуске был один из героев, Шах, такой блогер. И он в свое время работал немножко в модельном бизнесе мужском. Он говорил, что в этом бизнесе много грязи. Когда вокруг тебя одни геи, наркоманы, вот это вот все, это чуть давило на меня, и я вот перестал этим заниматься. Тоже про это слышал, Вась. Друг рассказывал. Шах рассказывал. Шах рассказывал. Да не, а этого же очень много. Ну, как бы типа, когда ты актер, этого тоже очень много. И вообще, мне кажется, в любой, типа, творческой профессии это есть. У тебя были конкретные офферы из Японии, из Южной Кореи, из Китая, по-моему? Ну, у меня немного было офферов, но просто как-то предлагали. Но я этого пугался, как они к тебе я этого вообще боялся. попали? Да просто как-то тебе в Инстаграм просто пишут, говорят, здравствуйте, я скаут, поехали в Китай. И ты как бы сидишь там... Вы точно продюсер? Дома на Радужной. А вот, во-первых, что такое скаут? Я знаю как бы бойскаут, я знаю бой с тенью, просто скаут. Я не знаю. У меня в сознании не укладывалось, что ты можешь взять, как бы сесть на самолет, полететь в Китай. И как бы и там что ты будешь делать? Работать с моделью. Кто? Я? Почему? Такая какая-то логика была. При этом в твоем возрасте это же выглядело невероятным приключением, а ты по натуре авантюрист. И я думаю, эти предложения из Китая и Японии тебя очень сильно обольщали. С точки зрения приключений, да, а с точки зрения мечты нет. Потому что когда я ездил, типа, там в Москву, в Питер, ну, на пробы, и там рисковал своими взаимоотношениями с родаками, или, ну, и просто как бы страшно было. Когда я там ехал на пробы, то есть было дойти, типа, до Амедии, и потом, как бы, 6 часов ждать поезд. И это было связано с мечтой просто. Потому что я знал, для чего я это делаю. А как бы поехать в Китай работать моделью, я не понимал, для чего мне это делать. Ну, для опыта. И все. Ну, для приключения, для приключения, типа, только. Да, только для приключения. Но страх побеждал мое желание, как бы, окунаться в приключения. У меня тоже, ну, вот как раз там 15, типа, лет был вот этот страх, типа, модельного бизнеса, что это какая-то темнота, грязь, порок, разврат, как от этого, типа, сберечься, чтобы себя не потерять. Ну, вся вот эта вот, короче, телега. Потом мне еще родители накинули про это, почему я это сделал, что со мной было, почему у меня такие короткие шорты на показе, а ко мне там никто не приставал. Ну, короче, вот это все. Это справедливый вопрос. Справедливый вопрос абсолютно. Я просто сказал, что, ну да, короткие, а вы посмотрите, вот бегают люди по воднику, у них тоже короткие шорты. У меня вот они спортивные, поэтому как бы и были такие короткие. Ну, я думаю, что они поэтому такие были короткие, да? Да. И, короче, недавно в Париже я встретился с Наташей Водяновой, знаешь ее? Конечно. Но не лично. Лично-то я не могу знать ее. Откуда я могу? Блин, лично а у вас её взять? когда-нибудь бывают клоузапы просто Васиных глаз? Потому что иногда он что-то просто отвечает, и ты не понимаешь, он как бы, ну, он издевается над тобой, не понимает, о чем ты говоришь, потому что он забыл русский язык, или вообще, что с ним происходит сейчас? Почему? Не знаю, ну ты типа, ну вот скажи мне, вот спроси меня что-нибудь.
Спроси. Сосал? Ты попросил что-нибудь? Да, короче. Просил. Экспериментальная была. Да не, просто ты вот так вот делаешь так. Сосал? Да. Блин, почему этот разгон здесь происходит? Блин, это такое святое место. Ну, короче, видел с Наташей Водяновой. Вот она база модельного бизнеса. И она очень крутая, потому что она международная, она вписана вообще в контекст мирового модельного бизнеса, и она одна из, как бы, главных фигур там. Она примерно как бы с автозавода, вот там же, как бы, где я был рожден, вот, но она где-то уже там, в стратосфере, типа, очень-очень далеко, поэтому я даже и мечтать не могу с ней встретиться. И я с ней увиделся, и она перевернула мое ощущение от модельного бизнеса, потому что она рассказала, что она ни разу под съемки не красилась, не стриглась, у нее даже уши не проколоты, и она как бы полностью себя смогла сохранить. И у нее это есть просто в глазах. То есть у нее как бы вот, блин, это странно будет, но как бы у нее типа энергия по уровню силы, как бы энергия Джареда Лето. Потому что она как бы тоже, она тебя просто одаривает светом. Первый человек, которого я встретил, который как будто бы абсолютно счастливый. И не стесняется этого. Потому что вообще, типа, есть огромная какая-то, для меня, например, важная тема, когда ты стесняешься там своего, типа, счастья. Или там у тебя что-то хорошее происходит, и ты, типа, этого немного как бы стесняешься. По разным причинам. Там, как бы эффект, синдром самозванца. А она вообще не стесняется. Она так к этому открыта, и она меня вот этим восхитила. И поэтому, типа, модельный бизнес разный может быть. Потому что она представитель, и как бы, и у нее совсем по-другому история сложилась. А у тебя когда-нибудь был этот синдром самозванца, вот это стеснение? Пипец, чувак, ну до сих пор. Ну я постоянно, я перед тем, как в каждую там какую-то работу зайти, я постоянно это стараюсь прорабатывать как-то. Я придумал для себя такую штуку, чтобы не было синдрома самозванца, потому что ты можешь хорошо сыграть, ты можешь плохо сыграть. Это от огромного количества факторов зависит, типа, заканчивая, я не знаю, там, тем, в какое время будет выходить кино, например. Это будет зимой, типа, зимой, потому что дофига народу ходит в кино, когда зимние праздники. Или это будет какое-то между сезонами что-то, когда мало. На монтаже тебя просто могут полностью вырезать. У меня такое было. Под нож, что ли? Ну, не совсем, чувак, под нож, как бы не вот так, но все важные вещи, ну, короче, у меня вот так в чистых было. Вот есть сериал «Чистые», там, чтобы уж конкретика, типа, была. И Коля Хамерики, есть такой режиссер Коля Хамерики. Так. Он снимал очень долгие планы, там были очень большие паузы, там была какая-то типа глубина, которую мы искали. А потом, так как это нужно было превратить в сериал, все как бы вот так вот перерезали, и я так на себя смотрю и думаю, что за идиот реально. Просто какой-то имбецил, что он играет, я вообще ничего не понимаю про него. И как вот такая штука может быть. Это не потому, что ты там плохо сыграл, хорошо сыграл, вот так случилось. И, короче, как я справляюсь с синдромом самозванца, я просто для себя очень конкретно придумываю, типа, про что я хочу рассказать, что я хочу протранслировать. И это какая-то моя правда, которая меня держит. И это какая-то моя магистральная линия, за которую я не выхожу, и дальше уже не важно, как я играю, ну, типа, потому что важно, про что я говорю. А ты можешь сделать в стиле Kanye West? Ща. Не? Это 808? Да. А, блин, или это Дрейк. А вот эта песня, которая... Та-да. Baby. Та-да. Блин, по-моему, это Дрейк, да? Нельзя путать Дрейка Пусть с Kanye напишет West. в комментариях. А ты понимаешь, почему я попросил тебя сделать это в стиле Kanye West? Чувак, я не хочу этого понимать. Потому что есть история, что ты с ним встречался. Это была встреча в лифте, да. Короче, ситуация была в том, что мы с Юрой Борисовым спускались там с 16-го этажа отеля до ресепшена, где-то типа этаже 11-м. Это тот, что после 10-го. Ну, и один перед выше. 12, да, на один выше, да. Заходят два чувака, типа, ну, таких прям мощные. Они там в 3 раза шире, чем Юра, а Юра в 2 раза шире, чем я. Один еще не успевает зайти, то что с грилзами. И он типа начинает такой, а Юра стоит в Тимберлендах и в худи. Вот. И типа, и чувак начинает в глазах такой, man, no, it's my favorite color, man. It's brown, it's a Timberland, it's my favorite. И как бы так разговаривает, что сразу напряжение типа в лифте повисает. Я не понимаю, кто это, я не понимаю, что они от нас хотят. Главное, Юра не понимает тоже. Когда Юра что-то не понимает, мне тревожно становится. А я смотрю на чувака, а он в носках стоит. И я, чтобы так, ну знаешь, там, разрядить обстановку, говорю типа, блин, чувак, так ты вообще в носках? Причем тут Юрины ботинки? Он так типа на меня посмотрел, потом смотрит на Юрину худи такой, it's design of my hoodie, man.
It's my hoodie, love my hoodie. Вот, Юра такой, а, твой худи? Так, не, это русский бренд. И чувак такой, what? Well, fuck this fucking Russian people just stole design of my hoodie, man. They stole design of my hoodie, no, it's my hoodie, man. И мы как бы понимаем, что я думаю, блин, ну они нас вдвоем точно разложат, как бы Юра не дрался, как бы не умел защищаться я, ну как бы все, пипец. И в этот момент открывается лифт, они выходят на 4-м этаже, там был бассейн, и он в последнюю секунду типа говорит, you can buy my original hoodie on И дальше не будем рекламировать этот сайт, и я понимаю, что это Kanye West. И это были не носки, а просто это была его обувь. И потом, что произошло? Через несколько дней мне написали люди и сказали, типа, Кани хочет с тобой встретиться. Он хочет, типа, тебя там позвать в какую-то работу. Вот. И я так немножко, я не понял, что ответить. Это было в Лос-Анджелесе. Юра оттуда уехал, я там остался еще на несколько дней. И в один момент я просто там поднимаюсь с ресепшена, и просто, типа, знаешь, как в хоррор-фильмах, типа, уже, типа, дверь закрывается, тут как бы рука такая... И я такой, так, вот дверь открывается, и там стоит Кани. И он как бы в бомбере и со свастикой вот здесь, красной. Футболки своей последней коллекции, да. Ну вот, и как бы я на него смотрю, и он начинает на меня смотреть. И я вот думаю, сейчас если я отведу как бы взгляд, то фиг знает, что вообще произойдет типа с ним. Потому что мы вдвоем в лифте с Канье Уэстом, у него свастика просто на груди. И я как бы на него смотрю, я думаю, чтобы... Сказать ему. Мы стоим, я молчу, он молчит, смотрит на меня. Я такой, do you have some troubles, no? И я такой... И тут как бы меня просто спасла рука Бога, реально. Лифт открывается, он так бьет меня по плечу, говорит, it was a nice job, man. Respect. Какая-то вот такая тема. И выходит. И у меня просто как бы... Я даже не знаю почему, потому что я восхищался раньше его музыкой, потому что мне было страшно, потому что я думал, что он меня спросит про свою работу, что-то такое было. Но это пипец опыт, конечно. Вот быть в лифте с Канье Уэстом — это пипец опыт. Ты не захотел с ним встречаться и работать из-за его репутации неоднозначной? Сейчас не могу разделить с ним его взгляды на то, как он существует в музыке и в моде вообще по жизни. С одной стороны, он же супер-икона, да, современности и такой трендсеттер. С другой стороны, ты как человек, который уже получает какие-то контракты большие с мировыми брендами, у которого, возможно, какая-то карьера на Западе. Да. Это очень рискованный шаг бы был работать с Канье Уэстом. Да нет, чувак, не в этом дело. Я просто думаю, что если исходить из точки рисков, непросчитываемо, честно говоря. То есть риски как бы есть и в том, чтобы с Balenciaga работать, потому что там, когда я выложил какой-то первый пост, который мы с Ваней собрали на пленку, там, в худи Balenciaga, мне, человек 15 мне написали, как бы, чувак, а ты в курсе, да, как бы их бэкграунда, контекста. Я как бы в курсе их бэкграунда и контекста, но это что-то, что я любил в детстве реально. То есть я внутренне могу их простить и оправдать для себя, почему я сейчас могу двигаться с ними вместе. Потому что они признали свои ошибки, потому что они 100 раз извинились, потому что они сменили вектор. Очень много причин. Потому что раньше я их как бы очень уважал и любил, и они вообще революцию сделали. Демна привнес типа стритвир на подиум. Но это много, реально, это много. А исходить из рисков, это значит, что ты просто, себя потеряешь. И как бы из Канье Уэста это не про риски, а про то, что я просто идеологически не могу придумать себе, почему там с чуваком, который раньше для меня был, сейчас я должен двигаться вместе. Почему практически в каждом проекте ты фристайлишь или читаешь рэп? Давай сбежим. Забудем о законах гравитации. Сынок напился, а мама наругала. Да я чуть не убился, но мне этого мало. Hi, Mr. Billy. Again we smoking dope in your candy shop. Потому что рэп — это моя любовь с детства. Первое, что я начал делать, когда родился, читать рэп. Нет, у меня есть лучший друг Гриша Мильштейн. Он поэт и сценарист. Первое, на чем мы сошлись, это на любви к рэпу. И дальше мы подумали, недолго думали, и начали записывать рэп. Вот так вот на диктофон офигенно. У нас был дуэт, мы на фитах работали. Псув, Икси Джим. Псув был он, парень с улицы Фруктовой. А я был Икси Джим. Хороший гуманитарий Марк. Просто сказать, записывали рэпчик, а это нифига не так просто, в плане рэп просто записывать не просто было, почему мы это делали. Просто это какая-то была, отдушина. Это был наш способ говорить и как-то, делиться своей болью, рассказывать какие-то истории. Есть твой коллега по цеху. Так. И, можно сказать, отчасти собрат по несчастью, Глеб Калюжный. И мне кажется, что для него даже рэп — это важнее, чем актерская карьера. Когда-то он мне так и сказал. Я ждал его на пробах около 3 часов.
И он пришел через 3 часа на пробу. Я очень переживал, потому что это были, типа, одни из моих первых проб. Это были пробы на проект «Чапалах». Так. Вот, и, короче... Такое слово, ну... Ну, как бы... И... Веселое. Нормальное, да. Я говорю, а кто партнер-то, как бы, кто? А я с пар сбежал. Я думал, что я с одной сбегу. Вот, я понимаю, что все, как бы уже час прошел, вот уже следующая пара начинается. Потом, собственно, еще 1 час прошел, еще одна пара началась уже, как бы, все, она уже заканчивает, Глеба нет. Они такие, ну, Глеб как бы сейчас он придет, сейчас как бы у него много дел, он музыку вот пишет, и как бы у него много проб, и все. Вот, но мы ждем Глеба, короче, и Глеб приходит. Я дальше не буду рассказывать, что произошло, но потом я ему говорю, Глеб, а как ты вообще, ну, типа, как это же какое-то отношение там. Ну, просто мне стало интересно, потому что я к нему как к старшему товарищу обратился. Ну, типа, так можно делать или нельзя? Может, это вообще круто опаздывать? Может быть, звезда, типа, она должна опаздывать, потому что она занята. Вот он говорит, да, чувак, вообще как бы это все рэп, вот это мое дело. Типа, я вообще, типа, снимаюсь для того, чтобы как бы зарабатывать деньги и класть их в рэп. Тогда я подумал, что вау, это респектово, реально. И он так открыто еще как бы про это сказал, это здорово, потому что чувак знает, что он хочет. Вот, но я, собственно, после этого решил, что я не буду больше никогда опаздывать. Рэп тебя приводит к опозданиям? Не, это Глебасова приводит к опозданиям каким-то. Меня рэп только к счастью приводит, реально. Как в Аноре оказался клип «Много знала»? Зипам. But be careful with that shit, yep. Нужно было Шону вставить какую-то музыку, которую слушает Иван. И меня дальше Шон типа спрашивал, как бы, а что, ты какую музыку слушаешь? И я начал скидывать ему разных рэп-исполнителей того времени. Типа ЛСП я ему скидывал Фараона, я ему скидывал Бульвар Депо. Ну, типа, и это было для меня так удивительно, потому что, знаешь, про что это? Это про то, что есть вот какие-то параллельные прямые, которые никогда не должны пересечься. Ну, не может Шон Бейкер узнать про Фараона, понимаешь? Ну как, каким образом? Я обрадовался, что он спросил меня, и я начал ему все подряд скидывать, и больше всего ему понравился «Многознал». Они как-то договорились по правам, и теперь она есть. Алло, бабуль, это мы. Вот. Без слов друг друга понимаем. Честно говоря, волнительно пипец. Моя бабушка — это вообще то, почему, я актер. Потому что моя бабушка — режиссер в театре провинциальном. Вот. И как бы, по-моему, она говорила, что она режиссер в самодеятельности. То есть она работала там с людьми, которые там пили, непрофессиональными актерами. И я ее очень люблю. Ой. Это весь. Они нас переиграли. Моя бабушка вот. Это соседка Галя. Она тоже будущая звезда. Бабуль. Да все, музыка-то все. А я-то не все. Это тебе. Ой. Цветы. Прости, что долго. Как ты меня измучил. Меня ни в жизни так никто не мучил. Хватит. Мучить не было бы людей. Галь, спасибо. Я бы тебе тут все по-русски сказала. Так скажи, что? Скажите. Скажи по-русски. Маркуш, просто проще говоря. Извини за мой французский. Вынеси хлеб, соль. Ты еще не сказала. Так ты вынеси, а потом я спою. А к нам приехал Марк Александрович, дорогой. Пей до дна. Господа, в наши хоромы. Проходи. Бедные, но хоромы. У тебя что, выпить есть что? У меня, когда было, скажи. Чего? Это ты приехал без бутылки даже. С бутылкой. Одна? А нас, смотри, сколько. Так я пить не буду, видимо. Ты за рулем хочешь сказать? Не умею. Ты что, делаешь, Че? Че, мы тост ничего не сказали, ты уже... Да я хочу для вдохновения. Давай. А тост с вас, наверное, тогда? Вот это то, что происходит, это настолько невероятно, это какое-то безумие. То, что произошло вот у тебя в жизни, вот этот вот полет, это нечто невероятное. Куда? Просто. Куда? Невероятное. Куда полет? Куда-то очень высоко. Для меня это вообще немыслимое. Конкретно куда, я, конечно, не могу сказать, но это очень-очень высоко, далеко.
И в идеале надолго. Дай бог, чтобы надолго, если тебе это надо. Ты... А сейчас заплачу. Ты прославил весь наш род, понимаешь? Я сейчас очень далеко уйду. Когда Олеська была маленькая, в смысле, только родилась, я поступила в институт. А папа мой, такой был эмоциональный человек, он плакал, когда я поступила вот из этой Чернораменки, из этой тьмы тараканей, поступила вдруг в Москву. Папа стоит, слезы у него в глазах. И мне говорит, у него был рак горла. Он вот так вот говорил. Говорит, дочка, запомни, Олеська нас. Вот запомни меня, не будет, ты вспомнишь. Она нас прославит. Проходит время, Олеся поступает в училище, нормально все. Там ее тоже предлагают ей в Амхат. Нормально. Думаю, когда же она прославит-то? И вдруг до меня дошло. Она тобой нас прославила. Ой, давай за твою маму, ладно? Олеся, мы за тебя пьем. Да, твой сыночек нас прославил, весь наш род. Давай поговорим про твои пробы. Давай. Которые у тебя были за рубежом. Много их было или нет? Не, прям проб не очень много было. Много было встреч. У них есть как бы там такая тема, что ты просто приходишь, типа, и видишься вот там с режиссером, с продюсерами. Зачем видишься, что видишься, как бы вообще непонятно. Но вы как бы сидите, там, общаетесь, пьете кофе. Там тебе говорят, классный фильм. Ты говоришь, о, вы делали «Игру престолов». Блин, это классный сериал вообще. Или типа там, о, вы вот это, вы с Netflix? А, офигеть. Да, у нас так классные проекты есть на Netflix, типа, делали. Они такие, да-да-да, делали, да. Я сначала не понимал, зачем они, а потом понял. Зачем? У меня ситуация в том, что все думают, что я и есть Иван. Что как бы я просто, залетел туда, и вот такой, какой я есть, что я сын олигархов, что у меня есть private jet. У меня нет private jet, и, собственно, я не сын олигархов русских. Важно было встречаться с этими людьми, чтобы они просто видели, что это, типа, как там они это называют, крафт. Что ты как бы построил героя, а на самом деле ты не такой. Тебя сканируют и прощупывают почву. Дальше уже думают, дать тебе какой-то оффер или не дать его. Не, просто понимают, как бы, какой ты, да, твою психофизику, если у них что-то придет, какой-то сценарий, они вспомнят, есть же такой чувак, Маракес. У тебя же уже есть конкретная утвержденная роль в проекте. Есть такой кастинг-директор Кармен Кьюба. И она много чего сделала, но самое известное — «Очень странные дела». И она нашла всех этих ребят на «Очень странные дела». Вот, еще они же все были очень малые, они как бы были еще не актеры, вот. Из-за этого она считается очень крутой, потому что они все, по сути, стали звездами. Типа, это супер точный каст. И она делала первый сезон «Мистер Мисс Смит», где играл и сделал Дональд Гловер, вот, который Чарльз Гамбино. У них был закончен первый сезон, еще не написан второй. Вот, и они так, типа, со мной созвонились. Созванивалась со мной девушка, ее зовут Франческа. Она коррайтер Дональда. Типа, она пишет сценарий. И она со мной болтала. Она просто со мной, типа, болтала около 50 минут. И она что-то спрашивала меня про все. Просто про мое отношение ко всему. Обычно тебе присылают текст для проб. А тут ничего такого не было. Просто она со мной про все болтала. Про мое детство, как я отношусь, я не знаю, к конституции брака. Прям какие-то очень странные вещи. И я просто все ей это рассказал. Потом они позвали меня на очную встречу, типа, в Лос-Анджелесе. Вот, я туда как бы прилетел. Я пришел к ним в дом. Им снимает студия «Дом». Огромный такой деревянный, где-то в горах. У них там, типа, дофига каких-то конфет, чипсов, кока-колы. Несколько экранов, дофига ноутбуков, и сидит, типа, там 10 человек, молодых ребят, которые просто разгоняют. Вот они просто начали со мной общаться, спрашивать, интересно ли бы мне было это, неинтересно. Я говорю, ну интересно было бы, да, как бы сыграть, а что играть-то вообще? Они такие, вот нам надо и подумать, типа, что тебе играть, вот мы бы хотели, чтобы ты что-то сыграл, а что вот как бы не понимаем. Я говорю, у вас мистер Мисс Смит, типа, называется, могу мистера Смита, типа, сыграть. Вот они такие, вот думаешь, можешь, да? Я говорю, типа, можно попытаться, как бы. Вот они такие, супер, хорошо, давай, попробуем что-нибудь пописать. Через 2 недели просто присылают сообщение, что да, смотри, тебя хотят утверждать, но... И дальше начался пипец. Дальше как бы сложность в том, что тебя утверждает творческая группа, а потом тебя должен утвердить Amazon. А это система. И дальше ты должен пройти очень-очень много инстанций. Я начал записывать какие-то самопробы с каким-то текстом. Текст мне присылали из как бы тарантиновских фильмов, потому что текст еще не было написано. Мне написали, типа, что меня утвердили. Вот.
И это я пипец был как рад. И недавно мне скинули, типа, первую серию. И что офигенно про их метод работы, вот эта девушка, Франческа, она просто написала как бы героя, основываясь на том, что мы с ней разгоняли. Вот там, например, я типа постоянно курил вейп, пока с ней разговаривал по зуму. И герой курит вейп. И герой курит вейп. Я какую-то фразу ей сказал, она ей очень понравилась, про то, что во взрослом возрасте детей из русских глубинок уже ничего не может травмировать, потому что они изначально пипец какие травмированные уже. И она это вставила, типа, в этот. И она просто взяла, сконструировала мой психологический портрет, разложила его для себя, и потом просто перенесла это в обстоятельства сериала. И это очень круто. Давай, заканчивай эту тему. Роль мечты в идеале. Я вообще-то мечтал в Марвел сыграть. И Человека-паука. Ну да, девушки у них обычно красивые. Да, и целуются они с перевернутой так головой. Да, ну и летать, типа, на паутине. Я не знаю, я очень хотел. И тут мне этот вопрос задала мой, типа, агент там. И я ей сказал, и что я хочу Человека-паука вообще в Марвел сыграть. И она так, типа, на меня посмотрела, типа, ты идиот? И я такой, а что, я с детства хотел это сыграть? Она говорит, нет, ни в коем случае, никогда. Если вдруг как-то кто-то тебе вообще вкинет Марвел, беги. И тут моя просто детская мечта. Я такой, чё? Типа, why? Она говорит, после этого очень сложно выбраться. Потому что та эпоха Марвел, которая делала звезд, уже прошла. То есть никто уже не смотрит последние фильмы Марвел. И она говорит, что это просто на корню убивает артиста. Может, тебя и позовут. Да, вероятнее всего, тебя позовут, потому что они зовут всех подряд, кто маломальски хотя бы что-то на слуху где-то, потому что им просто нужны люди. И так я потерял роль мечты. И сейчас я не знаю. Я просто хочу с интересными художниками работать. Очень. По всему миру. Надо придумать роль мечты. Да, придумаем. Давай. Честно говоря, я бы хотел Бустера сыграть. Бустера? Но не просто сыграть. Я бы хотел написать про него сценарий, до этого пожить с ним, просто пожить с ним, посмотреть, как он живет. Просыпается поздно и постоянно опаздывает. И офигенно вообще. Я тоже буду поздно просыпаться. Зачем мне смотреть, как он спит? Это не так важно. Он подкатывает девчонкам на стримах. Ну и супер, это офигенный материал. Просто да. Прикинь, как интересно снять реально про жизнь стримера художественное кино. Это же вообще сейчас такой пласт. Какой-то иной мир, другая реальность. Но есть одно но. Ну? Волос. Пострижем. Прям под корень придется. Да разберемся. Я хотел тебя попросить, чтобы ты рассказала, короче, что важно. Есть сериал «Монастырь», который мы сняли первый сезон уже. И сейчас доснимаем второй. И вообще вся моя связь, на самом деле, энергетическая с верой в Бога и с церковью, и с православием, она напрямую, короче, связана с бабушкой. Потому что в церковь мы ходили всегда с бабушкой. Когда бабушка мне звонит и что-то спрашивает, она как бы говорит, ты когда последний раз причащался? А ты когда последний раз в церковь ходил? И дальше я иду, и причащаюсь, и молюсь. Ну, просто я сама пела в церкви. Погодь, ты пела в церкви? У нас был вообще великолепный хор в Балахне. В любом случае, я хочу сказать, вот как перед Богом, перед тобой. Я знаю, что такое Бог, и я знаю, что такое дьявол. Я знала дьявольские глаза. Это какие глаза? Они, знаете, они стальные, их холодные. Просто вот как сталь от них идет. Веришь, нет, я еще не видел людей с такими глазами. И я тебе не желаю. Не надо. Это очень страшно. Ну вот так как вам, внука, какие у него глаза? У него бесшабашные глаза. Да, Он вот молодой. широкие зрачки. Я молодой, картошки с грибами поел. У меня вообще глаза бешеные теперь. Еще вина выпил. За бабушку, за получается. бабушку, точно. За бабушку. Да. Это эльфовые башни. На магните, да? Конечно. Ну и последние те, там из этих дальних этих, вот, про искусство, потому что это как раз такие духи. Есть. Вот, держи. Да я должен был бы вообще-то больше привезти. Ну нет, блин, дурак. Че, ты так смотришь, как будто я тебе Фаберже привез какой-то. Ты че? Ты че, бабуль, угорела? Мы сегодня сидели и штормили с пацанами, российских актеров, которые играли какие-то роли. Да.
И часто же это были стереотипные роли, типа вот о стереотипных русских. При этом у тебя типаж не стереотипного русского. Ну, вопрос того, как ты это выстроишь, как ты будешь выбирать роли, как ты будешь менять героя. Иван изначально и Игорь тоже, они были сильно более стереотипные, как бы прописаны Шоном. Потому что как Шон знает там про русских чуваков? Как бы от стереотипов, он же с ними не дружит. Вот. И потом просто, когда он нас видит, мы ему что-то предлагаем, и дальше он что-то это вместе с нами трансформирует. Мы ему говорим, что там вот здесь так вот это не надо делать, это типа клюквы. Дальше там говорим, а вот это можно, типа, чтобы стоял да деньги были, вот это прикольная как бы вещь, это действительно может быть, типа, это настолько стереотипно, что уже смешно. Чтоб стоял и деньги были, я? А как ты ему объяснил смысл этого тоста? Я ему показал. Я пытался понять, типа, как перевести эту фразу, и я прям помню, потому что была суета, короче, нам нужно было срочно снимать, это был, типа, HQ, стриптиз-клуб, и, типа, играла музыка, вот, и он там был какой-то, типа, тост, типа, за твою красоту. Вот, я говорю, нет, чувак, какой за твою красоту, это бред, он бы так не сказал. Он такой, а как бы он сказал? Я говорю, да я не знаю, ну, чтобы целые деньги были, он бы сказал. И я это на русском сказал, и понял, что у меня иногда такое бывало, что он не понимает, как бы, и я такой, ну, короче, for money and for, okay, like this. И все, и ему как бы это понравилось, он согласился. И он потом еще это несколько раз сам цитировал даже потом. Почему-то в него это очень... А он по-русски это цитировал? Не-не-не, он показывал именно. Он показывал. Он говорил, for money, да, он передразнивал акцент. Это же вот прям в прошивке русского мужчины, да, то есть, по сути, два главных желания его. Интересно, это вот база для и американского, может, мужчины тоже? У них тост обычно как бы, cheers. Понимаешь, чувак? У них... Это не круто звучит. Первая ночь, я приезжаю, день рождения Алекса Кока, это продюсер Аноры, у него день рождения, меня все зовут в какой-то бар, я приезжаю в этот бар, вот, смотрю, типа, все как бы cheers, 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 cheers. Потом я говорю, давайте, там, я Марк, всем привет, давайте шоты, что ли, выпьем. И все такие, о, шоты, давай. Я думаю, о, нормально, типа, шоты. А там, типа, а там вся команда наша. Юра еще не приехал тогда. Они такие, какие шоты? Я говорю, водка. Они такие, о, Russian водка. Все обрадовались, я тоже обрадовался. И я слышу, типа, понял, что день рождения у Алекса, и никто ему ничего не желает. И я такой, типа, там, вот так вот, типа, поднимаю, как бы, шот, и начинаю говорить, типа, Алекс, там, поздравляю тебя с днем рождения, и желаю, чтобы ты очень, типа, молодой, и ты уже делаешь, там, кино, и это не первое твое кино, я желаю, чтобы у тебя был долгий путь, и что-то из души пытаюсь своей достать, что-то реально важное сказать Алексу, и все, типа, так на меня смотрят, типа, посмеиваются, и я понимаю, что я, видимо, уже долго говорю, хотя и недолго говорю, ну, как бы, это не армянский какой-то, нормально, просто тост искренне от души. Вот, и дальше я как бы вот так вот чокаюсь со всеми, и все в эту секунду cheers, 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 и дальше я выпиваю, и понимаю, что у всех, типа, рюмки полные, потому что, чувак, они пьют шоты по глоткам. Тост у них нет такой культуры вообще, им это странно, это, типа, понял, слишком искренне. Ну, ты кто, чтобы мне такие искренние вещи говорить? Ты меня не знаешь вообще, почему? Вот, и для меня это был шок. А его смутил этот тост? Смутил, всех смутил. Но что круто, что потом, когда мы закончили уже снимать Анору, мы все говорили тосты. И Алекс говорил тост, и Шон говорил тост, и Саманта. И все пили нормально по шотам. Мое воспоминание, вот там, в ту комнату, я лежу, и ты там стоишь и куришь. Как бы есть, типа, закат, рассвет, стоит фигура, дорога, слышны машины. Вот эти штуки, помнишь, у нас от теней, короче, у нас от теней от фар. Убери эту память, убери. Но она все уже куда? Она на потолке. Короче, у нас на потолке вот так вот тень, жух, я думал, это призраки. И бабушка, типа, которая стоит спокойно, курит вот так вот. Моя бабушка курит трубку. И дым. Трубку курит бабушка моя. Это очень плохо. Ты звезда. Ты че? Какая звезда? Был нормальный мальчик и вдруг стал звездой. Это произошло. Дальше как Бог даст. Ну, я почему-то уверена, что у тебя все будет хорошо. Ну, знаешь, с этим надо, как говорится, свыкнуться. Я звезда. Конечно, серьезно не надо относиться. Нет. Не будь глупцом, нет. У меня такой восторг сейчас. Восторг? Правда? Вообще. У меня тоже. Даже не представляешь, как мы с Олеськой в телефон ревели.
Она ревет, а я впервые вообще ее увидела со слезами. Я так растерялась, я сама-то сдерживаю. А она прям вот ревет и ревет и ревет. Она же все равно сильная баба-то очень. Она сдержанная. Я ей много говорю, что ты любви вам дает мало. А мне хочется быть с тобой откровенной просто до недозволенности. Потому я себе и позволяю. Она этого позволить не может. Поэтому вы моя семья. У меня есть ты, у меня есть мама. У меня есть папа, который тоже совсем другой. И у Моти тоже. Я никого так не любила. Серьезно? Ни сына, Да ты чё, блин? ни дочь. Да, я все равно любовь, она вот имеет какие-то вот в разном возрасте, может быть, но идет. Понимаешь, что такое любовь. Мне вот сейчас скажи, баб, спрыгни с 5-го этажа. Я не думаю, прыгну. Почему? Да, вот. У нас хороший род. Добрый, добрый. И у меня есть вещь, которой я очень горжусь. У меня не так много есть вещей, которыми я горжусь из предметного мира, так сказать. Но вот этой горжусь пипец. В общем, это речь Шона Бейкера, режиссера «Аноры», на Spirit Award. Просто небольшой втоп. Spirit Award — это фестиваль независимого кино, на который Шон попал со своим первым фильмом. И он попадал на него со своим каждым фильмом. И ни разу не выигрывал. Чувак фигачил без признания, типа, 20 лет. Независимое кино. Первое кино у него снято на iPhone. Даже нифига не так. Второе кино у него снято на iPhone. Когда он снимал первое кино, этого еще не было. Ладно, блин, надо рассказать, чтобы была понятна фактура Шона. Я просто был бы так рад, блин, если бы вы посмотрели его картины. Просто офигенно рад. Любую. Просто история про Шона, как он снимал первое кино. Карен играл Тороса. Они, типа, с Шоном вместе двигались, еще когда они учились. Они уже тогда подружились. Вот, и Шон снимал свою, типа, дипломную работу. Он снимал ее в документальном стиле. Он, типа, купил себе камеру и снимал. Типа, это «Принц оф Бродвей» фильм называется. Вот, все актеры были стриткастовые, только один актер был реальный актер. Вот, и они как бы, Карен, собственно, и они как бы там что-то подснимали. Это называется красть кадры, потому что вообще-то нужно просить разрешения в Америке у людей. Но он так и в «Аноре» делал, он всегда так делает, потому что ему вообще в целом пофигу, как бы на правила какие-то, которые там Голливуд устанавливает. Ну и значит, он как бы что-то подснимал, там офигенный сюжет, я не буду вам его спойлерить, потому что надеюсь реально, что вы посмотрите это. И дальше он доснял и пропал. Типа его нет месяц, два, три. Карен пришел в место, где Шон снимал комнату, он там жил со своей девушкой. Вот, и как бы он туда приходит, а говорят, что не-не-не, он там больше не живет. Потом он кое-как находит Шона. Оказывается, что от Шона ушла его девушка. Вот, а Карену все это время просто нужна была камера, которую купил Шон, потому что Карен тоже хотел что-то снять, потому что ему тоже нужно было. И он доходит до Шона, приходит, там еще более маленькая комната, типа где-то чуть ли типа не на Брайтон-Бич, в Бруклине. И Шон там что-то сидит с ноутом, вот, и что-то как бы типа монтирует, перемонтирует. И Карен говорит: эй, брат, как бы, привет. Слушай, мне камера нужна, дай камеру, пожалуйста. Вот, и Шон типа говорит: камеру типа, камеру, я продал, блин, я просто ее продал и купил ноутбук, чтобы смонтировать кино. Чувак просто потерял реально все, девушку потерял, квартиру потерял, камеру продал, просто чтобы смонтировать. То есть он жил, и он до сих пор так живет, и будет продолжать так жить, я в это верю. Как бы отдавая все на кино. И ему больше ничего не нужно. Потому что... И вот это называется, типа, реальный independent, фильммейкер. И поэтому там сейчас все так радуются, что он победил. Потому что произошел переломный момент, типа, вообще в Голливуде. Потому что до этого побеждали более студийные фильмы. И что у меня... Вот что это такое? Так. Да, возвращаемся, типа, step back. Independent Spirit Award. Фестиваль, на котором он с каждым фильмом своим ездил и никогда не побеждал. И в этом году он победил. И он написал речь. И речь он читал с листочка. Потому что он очень рассеянный, но очень ответственный. И он боялся что-то забыть, и он ее написал. И я попросил, чтобы он мне ее подарил. У тебя тут даже немножечко руки задрожали. Да, чувак, потому что эта вещь дает надежду всем независимым кинематографистам по всему миру, чувак.
Тут офигенно, что тут пометки всякие есть его. Это как Прикольно. дневник Тома Реддла просто. Давайте представим, что вы достаточно счастливые, чтобы вы были в гильдии. Есть гильдии режиссеров, актеров, все. Он не состоит в гильдиях. Я лучше прочитаю, а потом перескажу. Давай, ну, там, давай. чтобы, если что-то. I personally do not have children and know for a fact if I did, I couldn't continue making this sort of movies. О чем это? Потому что в Голливуде есть система, что ты, чтобы снимать кино, ты должен состоять в гильдиях. Чтобы как бы состоять в гильдиях, ты должен туда вносить бабки, короче. И тогда гильдии типа защищают твои права. Так это было изначально, по идее. Вот. Но ты должен отдавать им проценты. Вот. И он говорит, представьте, что вы достаточно счастливы, чтобы быть в гильдиях, но чтобы снять кино, вам нужны деньги, но вы половину отдаете этим гильдиям, которые в целом не очень понятно, что делают. И в конце он говорит, вот, например, у меня нет детей, потому что я знаю, что если бы они у меня были, я бы не смог продолжать снимать независимое кино. То есть это типа пипец. Потому что если бы они у него были, он бы тратил деньги, которые он вкладывает в фильмы, на детей, и не снимал бы этого. И вот это такой его выбор. Ты взял 3 важные для себя книги. Ну да. Короче, 100 лет тому вперед. Эта книга Кир Булычева. Почему я ее взял? Короче, ты можешь представить, что вот книга, вот она такой ширины. Да. А там за этой книгой есть типа целая вселенная, которая уже снята. То есть ты можешь в нее типа вот так взять и типа провалиться. Основываясь на этой книге, Саша Андрющенко снял фильм «100 лет тому вперед», в котором я очень долго жил в съемочном процессе, и в который там можно до сих пор погрузиться, в который можно посмотреть, и мы будем снимать продолжение, будем снимать сериал, называется «Звездная Федерация». И это вот все по этой книге и по этой вселенной. И мне кажется, я не знаю, меня это просто восхищает. А ты будешь в «Звездной Федерации»? Я надеюсь. Ну не, я буду, да. Это волшебный роман Михайлов. Я предлагаю тебе погадать на нем. Давай. Ну что гадаем? На любовь, на рэп, на Колю, на цифры. Коля, это и есть любовь. И рэп в то же время. И цифры? Да. 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 Давай на любовь тогда. Поехали. Стоп. Строчка. Строчка 13. Откуда? Сверху. О, люди стали туда заплывать, заплывать, заплывать и застывать до первого света. Вот такой автор. Он волшебник. Я алхимик. И Вернер Херцог. Короче, я учился в школе-студии МХАТ. И там у меня был педагог Михаил Дмитриевич Макеев, великий. И он так придумал, что он нас на нашем актерском факультете разделил еще и на актеров и режиссеров. И у нас была группа из 8 человек, и типа он нам преподавал режиссуру. Вот, и он там всякие там мудрости нам говорил, мы делали режиссерские отрывки, типа, например, из его каких-то великих, типа, вещей там, говорит, типа, не надо заниматься этой хуйней. Что-то такое он делает. Ну, есть другого рода, типа, чтобы совершить высказывание, сначала нужно войти в тишину. И первое, что он нас попросил прочитать, это вот эту книгу. Книгу Вернера Херцога «Каждый за себя, а Бог против всех». И в чем история? Когда закончились Канны и был первый показ «Аноры» в Америке, мы поехали на фестиваль Telluride Film Festival. И показ там происходил в зале, который называется, типа, Вернер Херцог Theater. Потому что Вернер Херцог его открыл. И Вернер Херцог там делал все свои премьеры. И я отправил ему это сообщение. Вот. И я покажу вам это сообщение, потому что это важно. И это про волшебство. Вот тут, короче, Вернер Херцог Theater, а тут написано: «Спасибо вам, что я знаю, кто это такой, Михаил Дмитриевич». А он ответил: «Во вселенной нас много. Лети». И, короче, мне там подарили эту футболку. А потом был Оскар, мы выиграли. И посреди ночи я зашел в Инстаграм, вот, начал его, как ты, скроллить, и увидел, что там очень много фотографий Михаила Дмитриевича, и не захотел ничего понимать, и ничего не понял. А на утро проснулся, вот, и понял, что он умер. Именно в день, когда мы получили вот эту награду. А первый показ был вот в театре режиссера, которого он нам посоветовал в наш первый учебный день. Думаю, он бы гордился с тобой. Я хотел ему подарить эту футболку, только не успел. Ну, теперь она будет у тебя и будет напоминать тебе. Да, это память. О твоем мастере. Да. Сейчас перейдем к твоей любимой теме. Попробуешь отгадать, что это за тема? Независимый кинематограф? Да. Да? И еще? Роман Михайлов? Вот. О. Ты же Моху убить хотел?
Не, я хотел ее поймать, как бабочку так. И прикинь, был бы Роман Михайлов. Насколько сильно он на тебя влияет? Очень сильно. Это один из самых интересных людей, которых я встретил вот, на своем пути сейчас. Он проводник в вообще неведанное, в другое. Слава КПСС говорил нам, что Роман Михайлов — это один из немногих людей, рядом с которым он себя чувствует немножко неловко, потому что тот намного умнее, чем Слава. А Слава не тупой. А Слава далеко не тупой человек. Возникают ли у тебя какие-то подобные мысли? Что я тупой рядом с Ромой? Да? Ну да. Да, так это же самое крутое. Ты чувствуешь, что ты ничего не знаешь. Вот понимаешь, я с тобой сижу, разговариваю, я на что-то отвечаю, и может сложиться ощущение, что я что-то знаю. А я на самом деле ничего не знаю. Но ты можешь сказать, что ты что-то знаешь наверняка? Ну вот, что-то точно знаешь. Ну да. Че? Ну что, под нами ковер. Вот, чувак, и тут начинается вселенная Романа Михайлова. Он занимается четырехмерными пространствами и узорах, и гомотопических узорах. Так. Типа в этом. И это про что вообще? Про то, что, например, ковер — это нифига не ковер. Про то, что там это какие-то такие соединения, это вот его математическая часть вселенной. На ощупь Потому он как ковер. Тактильность вроде не обманывает. Ну, кстати, такой неплохой ковер. Я участвовал в 3 работах Ромы. Первые 2 были в Индии. То есть мы поехали в Индию снимать кино. Надо снимать фильм о любви и фильм «Жар птица». Сразу 2. Сразу 2 фильма параллельно мы снимали. Во-первых, здесь может возникнуть вопрос. Как снять? А мы там были 3 недели. Как снять за 3 недели 2 фильма? Вот, например, первое, там, чем отличается Рома от остальных режиссеров, это скорость работы. То есть он просто очень быстро работает. Потому что он очень четко понимает, что ему нужно. И у него кино складывается по-иному. То есть у него нету раскадровок. У него есть просто поэпизодник. Он знает, что должно произойти. Мир, как бы в сцепке с ним, снимает ему кино. И он просто успевает все замечать и дальше собирать в единую картину. И поэтому эти фильмы получаются. Ребята, пожалуйста, посмотрите фильмы Романа Михайлова. Вот, например, если есть кто-то, ну там, по специфике твоего канала, может быть, кому-то будет интересно. Как это называется? Казики, ты говоришь? Казики? Казики? Ну, казики. Ты постоянно произносишь, типа, казики. Лудики? Лудики. Да. Вот у него, например, есть типа фильм на тему лудиков. Как бы оно называется «Поедем с тобой в Макао». Это вот про это. Вот. И есть еще 6 или 7 фильмов, которые вскроют вам башню. Так, может, вернемся в нашу действительность? Короче. Не просто так я с Копатычем стою. Давай. Это, между прочим, шиншилла, которая меня сейчас покусывает и, Иногда. кажется, описала. Вася Копатыч. Бронзовый. В общем, это какая-то важная квартира, это твой важный друг. Да. Потому что, зачем же ты меня кусаешь? Ну, дай мне его. Бро. Блин, за все время, пока мы дружим, я ни разу не видел Копатыча ни в клетке, и тем более ни разу не видел, чтобы Иванов Бронзовый его в руки брал. Копатыч было такое мифическое существо, которое существовало в комнате, вот где я обычно жил. Почему я появлялся в этой квартире? Потому что эта квартира была моим шелтером, типа моим таким как бы местом, куда я приходил, когда мне больше было некуда идти. Когда я типа там ссорился с родителями там, или там что-то не хотел возвращаться, был пьяный или что-то. Я сюда приходил, и оно всегда меня принимало и клал в комнату с Копатычем. А вот Копатыч. А вот он, Копатыч. Да. Но опять же, пол. Эта квартира очень просторная. И каждый раз, когда Ваня меня встречал там, в коридоре, вот, наверное... Нужно было очень тихо проходить. Да, нужно было тихо и быстро Потому проходить. что это было всегда ночью, и все уже спали. Да. И для этого мы как бы использовали способ передвижения слайд. Да. Вот такой. Потому что здесь скользкий пол, и ты как бы можешь... Вась, попробуй. С Копатычем? Ну да. Попробуй с Копатычем, не урони только. Вот. Хорошо. Понимаешь, что это кайфово? О, Копатыч накакал. А реально же какашки-то Копатыч? Да, реально. Да, но Копатычу тоже страшно. Так, может, вернем Копатыча? Волнительно. Давайте вернем Копатыча. Верните Копатыча домой. Ну, где-то мы это все видели, как ты катаешься тоже. Да. И поэтому, когда я на Брайтон-Бич в Нью-Йорке я попал в особняк, в котором сказал Шон, мы будем снимать, и когда сказал Шон, что это вот особняк Ивана, я сразу подумал, нифига себе, у меня есть друг Иван, у него тоже почти особняк, чуть поменьше, но там тоже этот скользучий линолеум, паркет, не знаю, как этот пол называется. Ну, короче, по нему можно скользить. И я проскользил, и Шон такой, я такой, сделаем так? И Шон такой, конечно, сделаем, чувак. И мы так сделали.
И теперь, на самом деле, когда люди ко мне там подходили, когда я там был после чего-то, или там премьеры, или любого показа, к Юре подходили и говорили: блин, Юра, как вы круто смотрите, у вас такая глубина, у вас такая боль, как вы это сделали? Вот, потом замечали меня и такие: о, как классно ты там слайд сделал, это было так здорово, это просто очень круто. А, еще бэкфлип, а как ты ничего не запалил, как это, что это было? Вот, собственно, комментарии такие были, да. Ну, хорошая реакция. Офигенная, конечно, и на том спасибо. Запомнился зато. Вот это твоя телега, чтобы запомниться. Реально. Запомнить. У меня так же мама говорит. Ну, хоть запомнили тебя. Ну смотри, этот пол привел тебя к красной дорожке. Этот пол привел меня к тому, что сейчас я убирал какашки за Копатчем. Было у тебя интервью для шоу «Кино в деталях». Ты там сказал, что учишься на площадке у своих коллег. Да. Давай я тебе буду называть больших актеров, с которыми ты пересекался, а ты будешь называть их суперсилу или какой-то главный скилл. Саша Петров. Провокации. Но он просто импровизирует пипец, он очень свободный, у него прорывная энергия. Поэтому там, когда мы снимали «100 лет тому вперед», была сцена, там был текст, это был первый съемочный день. Я сел, вот, и он просто там вместо того, чтобы сказать две фразы, типа «отдай Космион», он начинает, типа, затирать. Ну что, Кудрявый, я тебе так скажу. И ты сидишь, как бы ты уже не очень понимаешь, что играть, но он тебя энергии просто сносит. И ты не понимаешь, как на его уровень просто, ну, типа, подпрыгнуть. И дальше он в конце говорит: отдай Космион. И дальше тебе просто нужно сказать: а может быть, как-нибудь по-другому договоримся? А после того, как он сказал тебе просто, ну, типа, знаешь, на 2 минуты монолог, отвечать — это странно. И я тоже что-то начал ему как бы неловко, как бы как фристайл затирать. Вот. И тогда я понял: офигеть, вот эта энергия у чувака, ее не переплюнуть. Вот. Но потом старался. Но это классно, он задирает планку. Алексей Серебряков. Уверенность просто. Он просто уверенный. Он просто... Ну, ты прикинь, он на «Оскар» не приехал. Ему позвонили, сказали, типа, Алексей, приезжайте, как бы, там, фильм, в котором вы участвовали, вы там, офигенная у вас сцена, смеялись, вы ее забрали просто, это великолепная сцена фильма. Я не слышал этот разговор, но, вероятнее всего, он сказал: нет. И сбросил просто. Этот мир ему уже абсолютно понятен. Он как бы в нем, он уверен, что у него, он знает, что он делает, ему вот эта вся суета, она как бы лишняя. Он очень просто уверенный в себе артист. И безумно талантливый, легендарный. Константин Хабенский. Короче, Константин Юрьевич — ювелир. 100 лет тому вперед есть сцены, где его, ну сейчас будет спойлер, надеюсь, все смотрели 100 лет тому вперед, если нет, как это перемотка. Короче, где я в него стреляю. Вот. И, короче, и вот он играет смерть. Типа, вот чувак как бьет, вот так. И умирает. И ты смотришь, думаешь: блин, это же великий Хабенский. Что происходит вообще? Почему он просто делает так? Ты думаешь: блин, он великий Хабенский. Что? И потом, когда я пересматривал это в кино, этот момент, он действительно ничего особенного не сделал. Но там была вот эта штука. Блин, я так не сыграю, как он. Потому что он типа сделал это, и потом сделал вот так. И это какая-то... Вот я сейчас делаю, у меня сейчас слезы реально на глазах. Потому что это какая-то такая маленькая вещь, но она ювелирной точности. И ее достаточно для того, чтобы все запомнили это. И чтобы оно попало, и даже когда ты это вспоминаешь, тебя как бы накрывает. Вот. Майки Мэдис. Бульдозер. Нет, сейчас. Это какое-то слово, просто возникшее из воздуха. Какая есть тачка, которая быстрее всего, типа, вот это вот делает? Ну, как бы быстрее, как это, газ, пол, как газует. Асфальт 8? Как самая тачка, которая быстрее всего, как бы, Болид Формула-1. Но она, короче, Майки, это болид Формула-1. У нее суперспособность, типа, включаться и выключаться. Вот так вот, по щелчку. Потому что мне, например, чтобы что-то сделать, так по школе, меня так учили. Тебе надо настроиться как-то. У тебя внутренний монолог, какая-то, может быть, какой-то ритуал. Что-то ты делаешь, чтобы сыграть. А у Майки нет. У Майки типа просто как бы... И она уже орет, что-то кому-то втирает колени, потом стоп. Сейчас, а принесите, пожалуйста, кофе. Вот так вот. И типа... И это просто удивительно. Ты когда на это смотришь, это просто фокус. Потому что у нее иная школа вообще мастерства. И поэтому она вот это вот так вот делает. И это очень круто. И ты в это все равно веришь. Юра Борис. Душа. Я не знаю, что это значит, как он это делает, но в разных героях, а у него очень разные герои все равно, в них во всех очень много души. Просто ты, когда он смотрит, ты это чувствуешь.
Я не знаю, как можно описать душу, но он это транслирует и дает это ощутить зрителю. Стабильно. И это очень круто. Если бы ты попробовал выделить свою суперсилу, то какая бы она была? У меня пока нету. Хочется верить, что я пока Человек-паук, которого еще не укусил паук. Какой же он тогда Человек-паук? Он Ну, еще... чувак, Питер Паркер уже Питер был... Паркер? Это же судьба. Это было предначертано, что он станет Человеком-пауком. Но он еще не Человек-паук. Чувак, Пока уже- тебя не укусил паук, ты не можешь быть человеком. Но это философский вопрос. Тогда внезапный блиц, раз уж так. 2 фамилии называю, выбираешь одну. Петров, Борисов. Борисов. Окей. Я подумал, что было бы круто разыграть, можно сказать? Да. Эту рубашку. Рубашку. Да. Давай покажем тоже рубашку. Эта рубашка Balenciaga. В чем ее прикол? В том, что она тянется. То есть она типа на почти любой размер. И ты в любом случае будешь в ней как это называется? Чет? Как есть мощный, типа. Ты в этой рубашке в любом случае будешь мощный. Вот, еще я на after-party в ней танцевал под группу Тату. Было очень здорово. Ну, короче, она какая-то для меня важная, и Вася сказал, что нужно что-то важное разыграть для сердца. Я подумал, что это достаточно важная вещь, чтобы, кому-то было важно ее получить. Вы можете ее выиграть, вот эту прекрасную рубашку. Может, она будет стоить $1 миллион. Когда-нибудь? Однажды. Может такое быть. Такое может быть. Поэтому сразу не продавайте. Делайте тиктоки, выкладывайте. Также вы можете делать рилсы и тоже их выкладывать. Пишите... И шорты. И шорты, да. О. И ставите хэштег, вот он появляется здесь на экране. Конкурс будет проходить в течение 3 недель, например, после выхода этого ролика, а потом мы выберем самый интересный. И штаны давай еще разыграем. Давай штаны. Это штаны, в которых я на Каннском кинофестивале был. Это штаны, которые сделал мой друг Юджин Гусев, Джет Пакистан. Наверное, не так часто можно надевать, это под какой-то очень важный день. Вот. А эти штаны я каждый день ношу. И была прикольная история на Каннском фестивале. Когда я пошел в этих штанах, они мне такие, типа, сори, сэр, нельзя в этих штанах. Я такой, почему нельзя в этих штанах? Они такие, это Adidas, бренда нельзя, потому что это промо, потому что это, несогласованная реклама. Я такой, ребят, какой-то Adidas, это Юджин Гусев Кло, мой кореш с Нижнего, вот, посмотрите. Это буква «Ж». Они такие, прикольно. Ну, проходи. И я в них был. Выкрутился. Не выкрутился, просто это факт. Ну да. Пост появится через пару часов после выхода этого ролика. В Телеграме. В Телеграме, да. Поэтому ссылка в описании, ныряйте, там все прочитаете и узнаете. Скоро выйдет Буратино, да. И ты там играешь Артемона. Собаку Артемона, да. Да. Во-первых, скажи, каково это быть собакой? Нормально, я за собакой своей наблюдал. У собак там есть вообще-то очень прикольные штуки. Например, мы люди. Я, ты там, ребята в комнате. Мы все воспринимаем информацию через сначала слух, потом смотрим и анализируем. А у них наоборот. Они сначала, если что-то слышат, они слышат запах, и потом и потом уже воспринимают слухом, зрением. То есть у них все от обоняния идет. Когда они виноваты или что-то, они из-под лобья на тебя смотрят, потому что им страшно смотреть тебе в глаза, а когда они, наоборот, смотрят тебе в глаза, это проявление любви. Собаки вообще очень редко смотрят прямо в глаза, потому что если они смотрят, это значит, они тебе абсолютно доверяют. И это было прикольно. Сегодня мы опять собрались пить, чтобы писать. Мы пишем очерк. Это наша сублимация действительности. Мы дохуя умные. Как здорово, что 5 лет назад было так же. Сидим на ступеньках, курим, с нами бутылка, но честность не в ней. Надеюсь, про нас никогда не скажут, что мы зависимые люди. Мне кажется, я болен отторжением взрослости. Мне кажется, я никогда не научусь любить. Через 5 лет мы снова найдем повод распаковать эту записку. Надеюсь, я уже не девственник. Я тоже. Мне хочется быть сильным. Мне тоже. Ударьте друг друга по лицу, если верите, что сила в... Марка Ваня из будущего, Нижний Новгород. Нежные, верующие, наивные. 2015 год, май. Ну давай. О. Ну снимай очки. Давай. Вась, пригнись. Вася, Коля вписка. О. Ну это было. Хорошо. Хорошо, да? Ай, блин. Пипец. Братаны, прошло уже 9 лет? Май 2015 написано. Не может быть. Но в 2015 году тебе было 12, мне 11.
Не знаю как, почему-то написано май 2015. Ты перепил просто. Ну, чувак, может быть, я Щас, перепутал, ладно, но подожди. смотри. 2015 год, май. Давай попробуем вот перенестись на год назад и зафиксировать твое состояние и тебя в прошлом году и сравнить с тобой текущим. Что изменилось за год глобально? Сейчас я пытаюсь понять, что было год назад. Я думаю, что год назад, в марте, я вернулся, мы досняли «Анору», и я приехал в Россию. У меня не было работы совсем, потому что все думали, что я уехал. Я оставил дом, а дом я не оставлял. Вот. Никто об этом не знал, поэтому я приехал, и у меня была просто такая пустота. Я что-то ходил, шатался один. Вот. Потом поехал в Нижний Новгород, доехал до бабушки тоже. Вот. Родители там еще в Нижнем были. Я с ними как-то общался. И все, короче, не имело никакого смысла. Имело смысл только то, что я вернулся домой. А зачем я вернулся домой, чувак? Вообще непонятно. Каждый раз тебе хочется вернуться, а когда ты возвращаешься, у тебя пустота внутри. Но если не вернуться, как будто бы потеряется что-то очень-очень важное. И поэтому, когда я вернулся, потом прошло типа 3-4 месяца, и начались какие-то проекты, работа, я снял «Надежду» записывающую студию, как-то мы начали двигаться, а потом уже случились Канны и турух. Вообще я хотел это сказать, я думал про это, нафига вообще мне это делать с тобой? Нафига я вообще здесь есть и с тобой разговариваю? Ну, помимо того, что я фэн, классно, что мы это здесь обсуждаем, потому что у меня, типа, в жизни 4 было вот таких момента, когда тебе очень страшно. Это когда я сбегал из 35-й школы и переходил в новую школу, в 13-ю гимназию, когда я выпускался из 13-й гимназии и поступал в Амхат, когда институт закончился, и я выпустился из института, я не знал, что делать, и потом вот, когда закончился «Анора», это прошлый март, и я ничего не знал. А сейчас закончился промо-тур «Аноры», а это все было как, ну не как детский лагерь, но ты все равно был в каком-то потоке, который тебя куда-то несет. Я сейчас не знаю, типа, что дальше будет вообще. И это очень стрёмно. И поэтому мне очень захотелось с тобой зафиксировать этот момент и рассказать историю вот этих нескольких частей, как вот куда они привели, и просто погадать, там, поразмышлять, что вообще можно дальше делать. Если пованговать, то в какой точке ты окажешься в следующем году? Вот представим, что мы встретились на том же месте. Что с тобой должно произойти, чтобы было прям по идеальному плану? Короче, я бы хотел знать, что мои друзья что-то где-то делают в разных точках мира, в Европе, в Индии, в Америке, где-то, может быть, в Японии. Я знаю, что что-то там происходит, с чем я как-то связан, куда я как-то включен. Хотел заканчивать работу над сценарием, который я потом буду снимать. Как режиссер? Угу. А может, уже закончил и уже хожу и собираю на него деньги. И о чем будет это кино? О пережитом опыте. О твоем? Ну, о чем еще? О твоем, что ли, блин, Ну, Вась? может, и о моем. Может, я ты не скажешь, знаю. Вась, Ну, давай, если, у тебя классная жизнь. Чувак, если бы интересно, да, ты что? Ты хочешь? Да. Вот она. Какашка. Шиншилла. О, смотри, что у меня летит. Сказка? Ну, да, сказка. Будет сказка, да. Нет у тебя опасений, что ты в последнее время переживаешь свой самый яркий период жизни, и круче уже не будет никогда? Есть. Я хочу верить, что это от меня зависит. И что это моя оптика и мои страхи. Потому что какой-то мир подарил какую-то такую планку, типа, какую-то уже огромную, и так расширил горизонт, типа, мечт, что теперь можно мечтать, типа, еще о более крутых вещах. И значит, можно пытаться их достигать. И я, буду пытаться это делать. Но страшно, пипец. А о чем можно мечтать еще после такого? Закрепиться? Не, закрепиться — это вот не крутая мечта. А о чем? Вот послушай, типа, о чем ты мечтаешь? Да, блин, закрепиться. Ну что это? Ну да, так себе. Ну да. Можно мечтать о том, чтобы спродюсировать, снять и сыграть в кино «Бустера». Экспериментальное. Может, еще что-то? Мечта. Давай не буду об этом вслух говорить. Ну тогда я тебе подкину. Давай. Оскар за лучшую актерскую роль и режиссерскую работу. Да. Сразу 2 получается. Артегу в жены, чтоб сишки тушила. Что? Артегу в жены, и чтоб бычки полные карманы. И бычки русских сигарет. И чтоб по сопроке такой. Фиточек залетел.
А, нет, чтобы Асап Роки в какой-то сказал «Hi, man». Вот. Вот, чувак. Хаймен. Чтобы он тебя за равного посчитал. Да, прикинь, в его поле, И сказал, при его толпе. Пойдем вместе подкатывать к бейпам. Да. И дальше мы подошли... В военкомат. Да. Ну или к Артеге. Или к Миучи Праде. Неплохо звучит. Да, спасибо, Вась. Твоя цитата. «Сейчас один из самых опасных моих врагов — это мое эго». В натуре, да. А как тебе оно мешает? Ну вот эта телега про Оскар, например, это же эго. Это вот самое первое, что у тебя приходит в голову, что ах, а вот бы Оскар получить, но это же эго. Нафига? Не, мне кажется, реально эго мешает тебе двигаться вперед просто всегда. Ну а ты чувствуешь, что оно у тебя огромное и порой неуправляемо? Иногда да, иногда такое ощущаю. Но я нормально как-то с ним разговариваю, пытаюсь вести с ним диалог. Как ты его пытаешься обуздать? Потому что, знаешь ли, после таких событий эго может, как, всю комнату заполнить. Да просто на самом деле важная фигня про то, что эго — это грех. Прикинь, это же соблазн. Ну да. И дальше тебе вот очень помогает, мне очень помогает. Вера? Угу. Да, вера и внимание к ближнему. Это я только сейчас к этому прихожу. Вот меня бабушка в церковь водила, а я, честно говоря, вообще не до конца понимал, нафига мне на листочке что-то писать, в чем-то каяться, чтобы потом это кто-то читал, что-то меня отпускал. Как это вообще работает? А сейчас как бы больше понимаю про это. Потому что это как раз инструмент, чтобы как бы эти соблазны, они тебя не схавали.